Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Crow, и сегодня мы продолжаем такую прекрасную серию, как God of War. Да, будем продолжать страдать сегодня. У нас остались незаконченные дела как в Вальхейме, так и в нашем родном мире. Ну как родном? Скорее срединном, среди всех смертных. Да. Сейчас у нас подзагрузочка будет. Меня слышно нормально, да? Так. Получается, что мы в Альхемии проредили темных эльфов, разрушили их масштабные планы по захвату мира. Прям звучит. Да. И сейчас потихонечку вроде собирались домой. Опа, там прям тайминги такие четкие были. А вот это не в тему. Молодец, сыниха. Так. Сразу замес у нас с самого начала. Какой-то Котолис нас отделал всего одним ударом. Всех приветствую, да. У нас тут продолжение страданий в God of War 4 на максимальной сложности. Вот это хорошо, да, так. Захваты почаще делай. Вот. Ерунда. Так, у нас здесь проход есть. Следи за ними! Я готов! Не успели. Следи за ними! Минус одна. Угу. Тут надо позицию найти правильную. Все. Отлично!
Что у нас по ресурсам? Имеем сердце древнего одно. Это со стража, да. Пыль миров целых 20 штучек. Ага. Чистая сущность мира, обломки. Чешуя. Ну, чего-то такого прям сверхъестественного у нас нет. Сундук утонул, странно. Безумие ледяного великана. 3 мощных удара, подбрасывающих врагов в воздух. А у нас что стоит? А, вот этот, да? Хм. А по уровню нам предлагает, что увеличить количество ударов, да? Давайте попробуем. Тут мы все залутали. Получается, что? Сейчас встретимся еще одним скотолисом. Берегись, отец! И тут, как я понимаю, закрыта Валькирия. Или какой-то секретный проход как минимум. Я его уложу! Милоста! Отец, берегись! Вот это мощь. Мощь, конечно, знатная. Всех приветствую, да. У нас тут небольшая такая зачисточка произошла. Прошлой части локации, на которой мы остановились. А сейчас даже не знаю, куда плыть. По карте... По карте мы изучили вот эту часть. Это что у нас? Странствие. А, это основное задание. Вот эту часть изучили. Вот здесь непонятно, что за уголок. Либо мы были тоже, либо нет. Не хватает, знаете кого? Мимира. Прекрасного. Да, сказителя, провидца. С его интереснейшими историями. Которые прям в путешествиях на лодочке или просто в битвах довольно-таки интересно и полезно рассказывают. Да, мы тут были везде, все. Можно возвращаться обратно. Сегодня, как вы, наверное, поняли по названию, мы будем яростно качаться. Пройдем все доступные, по крайней мере, на данный момент дополнительные миссии. Да. Особенно серию с драконами. Она там прям самая запоминающаяся. Как по сложности, так и по ресурсам. Ну и раскроем различные секретики. Локации. Так. Угу. Здесь мы были, да? Да, были. Угу.
Вот интересный момент. Как я понимаю, в Рагнарёке война между жителями Альфхейма продолжается. И даже наша помощь, как бы, являясь она решающей, не затащила вообще как-то. Это вы? Это мы. Были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Что ты там можешь интересного такого предложить, вот? Вы потеряли предметы, оставив их на поле боя. Вызовите меню потерянных предметов. Эмблему храбрости потеряли. Давайте вернем. Интересная фишка. Чтобы не бегать искать прям 3 часа нужный предмет, можно его так вот легонечко у торговца забрать. Мгм. Это улучшалка, да? Мгм. Защиту нам поднимет так сильно. Руны немножечко. А что у нас по талисманам? Давайте купим, знаете, вот этот вот талисман. Он нам даст эффект двойного активирования рун. Да. И постоянный эффект повышения сил рун во время еще раз восстановления рунической атаки. Ага. Интересно. Давайте. 15 тысяч стоит. Его можно улучшить, но характеристики как таковые особо не поднимутся. Ведь Ладно. мы ищем. Надо будет заценить. Сундучелу пропустили. Здесь нам дадут какой-то предмет брони, да, скорее всего. Еще один фрагмент шифра. А, Что шифр с ним можно Мусельхейма. Точно. Маски закрывают собой печати. сделать? Отец, я должен признаться. эти Нет, мне не голоса говори, были- что ты Ну, это не нетрадиционного. впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Да? Она так сказала. Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Читай. Что написано? Что-то про вечную войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Ну, вроде все залутали. Все вроде, да. Скорее всего, остались вороны те же самые. Нет, не залезть нельзя. Вороны Одина, да. Они раскиданы по большей части миров. Наши собратья, только призрачные и магические. Брока на месте нету. Что теперь? Свет у нас, в Мидгард. Так, древо мира активируем. Мидгард, возвращаемся в Средиземье. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Ну, скорее, мы... Вот Мидгард является сосредоточением, центром возможности соединения всех остальных миров.
посредством вот этих вот самых мостов и всего подобного. Брок, мы были в другом мире и видели твоего брата. То Да. есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так бац, и как ничего не было. И Такого меня не чуть бывает. за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Так, а что нам Что ты сделал? сделали? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Говори. Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, земсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в Зелененьким. долгу. Поищите? Если это по пути. Я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Основное Ладно. правило. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Ай. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Так, обновился у нас, да, ассортимент. Мгм. Ну, вроде что-то как-то вообще грустненько. Да, на нашу специализацию, которую мы топим, нет ничего такого. Сила рун. За косарик. Ладно, хорошо. Давайте, знаете, что вот эту вот броню продадим? Она бесполезная вообще. Надеюсь, вы довольны. Чародейскую накидку. Нет, не трогаем. Это тоже продадим. У нас нету пояса, да? Артефактов у нас накопилось на 20 тысяч. Прям. Зачарованный порошок. Это чары, да? Тогда другой раз. Чары. Мгм. Блин, не туда. Так, нам нужны чары. Высокий шанс получить благословление сил рун при успешном парировании. Умеренный шанс получить благословление восстановления при успешном блоке. Блок успешный, то есть без парирования, да? Высокий шанс получить еще при парировании. Но эльфов сейчас у нас будет в этом мире немного. Основную часть составляют драугры, ведьмы, ну и всякая мелочь. Привет, Надаме. Как жизнь? Да, в принципе, хорошо все. Сейчас вот чисто отдыхаю после выпускного. Ну как отдыхаю? Особо пока ничем не занимаюсь. Вот.
стримерская деятельность в основном сейчас занят. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. У тебя как дела? Все хорошо? Мгм. Давайте, знаете, что улучшим броню еще себе немного. Давайте к делу. Раз у нас денег появилось. Нет, это купить. Это улучшить, да. Сегодня вот продолжаем играть в God of War. Что-то прям накатило в последнее время. Все как обычно, похвастаться нечем. Ну, стабильность это тоже неотъемлемый фактор успеха. Береги себя, Забияка. Это да, так. Это второй уровень мы прокачаем. Рукоять. Высокий шанс при броске. Вот интересно, сам активный этот моментик, он как бы у нас улучшается по мере там какого-нибудь достижения уровня? Или так и остается? Ну давайте улучшим еще вот этот моментик. Стабильность это главное. Но в основе некоторых моментиков, да. В личной жизни и просто в жизни это хороший момент. Ну что? Так, при успешном блоке поставим. И парирование тоже. Охватим все возможные моментики в битве. Хочешь получить от меня крупицу мудрости? Ни разу, Брок. Нам нужны, знаете что, дополнительные нормальные рунические атаки, которые следует прокачать. Вот без этого у нас пить дай ничего не получится. Сколько раз уже помереть успел, насколько счетчик сдвигать. Конечно. Один раз Надо умерли, пройти по один. мосту к И башне то Ван случайно Хельма. нас убил А мы идем к лисохвост. черному дыханию? И все. Или побродим? Решай. Да. А сейчас мы собираемся идти выполнить все дополнительные задания, доступные, по крайней мере, на данный момент. Надо посмотреть, что из них есть. Хранилище Фафнера найти надо, редкий талисман дадут. Душа из вторых рук. Брок попросил нас. Давайте за другом Андвари пойдем. Да. Только где он? Ну, работаем же, соответственно, без интерфейса. Максимально спартанские условия. Поэтому у нас ни компаса, ни каких-либо дополнительных обозначений цели нету. В прошлый раз, я помню, мы остановились на скольки смертях? 206? Да, или мне помнится плохо? Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась. Так, мы оплываем, значится. Идем по гроту. Красиво. И вот попадаем в нужное нам место. Я же говорила, он большой. Мировой змей, охватывающий А все мировой пространство змей знает, что Мидгарда. часть его тела Удивительное лежит здесь. создание. Как такого вообще создала вселенная? Да где-то так, с учетом новой уже 207. Так и запишем.
Вот как вижу, там есть еще какое-то вот тут место под высадку. Но нам по прямой. Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Ну, как мерещится? Видя двое, это как минимум уже странность. Чего? Нам влево Ну что, немножечко. расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну О, как же? Мама всегда истории что-то рассказывала. самого Ты Кратоса. что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Давайте. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? И что Они же? решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Пока забудем об этом. Нужно идти пешком. Блин, оборвал им Закончим. Возможно. разговор. Там была интересная концовочка. Интересная, да. Так, активируем портал. Чтобы у нас было максимально быстрое перемещение на всякий пожарный. Пам-пам-пам. Захоронение. Только непонятно, что нашли. Ну, по-любому ценности какие-то. Сюда. А получается, мы сейчас выполняем задание Брока. Оно основано на чем? Найти какого-то гномика, Лёста! предположительно умершего, ради имения каких-либо ценностей и взимания как раз было долга. интересно. А что нам там подкинуло? Нет, это не то. Это мы читали. Свет Альхейма. Угу, Вечная война. Рынок йотунов. Похоже, здесь был рынок, на котором торговали боги и великаны. Наверное, это было еще до войны. Но непонятно вообще, какую нашли мы часть истории. Угу. Вот Нашли алхимика, о котором я говорил? удивительное Из какого совпадение. мира Ты есть-то? ровно там, где мы Из ходим. Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж Ух, много в ней какие-то квасяной похождения. брани, воровства и разврата. Ага, ага. Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Работаем, сына. Эти руны означают внутри смерть. Внутри. Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Я лучше соберу припасы в дорогу. Вот это вот прагматичный подход. Но без Одобряем, кольца. Кратос. Один из работников? Следы огня на полу. При том, что нам обещали какую-то еще непонятную Ну, плату будем искать. по ходу Но в смысле, нахождения этого самого гнома. Но что конкретно не говорили. Так, тут есть бочка. Пожалуйста, дайте осмотреться. Я не хочу падать пока что. там О, души нет. это древний Если он убьет страж, нас, это если конец. точнее.
Ни Вальхаллы, ни Хеля, вообще ничего, никогда. Он не нападает. Потому что они в своей природе безобидны, если их не трогать. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Не опасны ровно до того момента, пока их ты как-либо пытаешься задеть. Еще захоронение. Та-та-та. Ну, в принципе... Я рядом! Кошмары! Где? Так. Огонь! Берегись! А, у нас нехилочка же, точно. Нехилочка. Отец, уходи! Нет! Это было быстро. Меня здесь! Так, обновляем свои воспоминания. От летательных атак мы только их блокируем и парируем. А вот эти вот кошмары умеют воплощаться... Да ты же издеваешься. Огонь! Берегись! -1. Это нормально. Раз. Сына настреливаем. Сына настреливаем. Да вы издеваетесь. А не многовато ли вас тут? Берегись, отец! Осторожно! Па-па-па. Предположительно, можно использовать эту бочку для нанесения максимального урона. Враг справа! Сзади! Да вы, блин, издеваетесь. Получай, Граус! Да, тупо забили со всех сторон. 209-я смерть, как я понимаю. Так, -1. Это хорошо. Минус. Огонь! Берегись! Раз. Не подходим, держим дистанцию. Тихо. Сзади! Сзади это плохо. Так, обновляем руны. Второй заход. Раз, два, три. Начинает перетекать! Блин. Отец! Ну, вроде неплохо шло с самого начала. При воплощении кошмара в цель у нее появляется огромное количество регенерационных способностей. То есть ХП восстанавливается за секунду. Да. Получается, что выбивается эта цель только при наличии в ней... Привет, Инквизитор. Привет. Мы сейчас тут немножечко так страдаем.
God of War, разве по средам не Ведьмак? Ну что-то как-то прям захотелось Ведьмак этот God of War продолжить проходить. Да, вы можете не сзади это делать. Пока что. Так, хилка. Сына настреливаем. Так, минус кошмар. Сына, так. Хорошо, продолжай. Минус. Сейчас мы купили, знаете что, руну крутую, под которой все наши рунические атаки как бы обновляются. Вот. Ну давай, давай. Сына не в того настреливаешь, как обычно. Раз. О, держишь. Разрубаем. Всего один. Минус. Все отлично. Ну, потненько, но не так, Да, тяжело. как хотелось бы. В пятницу стрим, скорее всего, будет пораньше начнем. Я Да. просто вижу, что кольца на нем Где-нибудь часов в 16:30. Так что, если какие-то изменения будут, смотрите посты. Да, я выложу их в тот же день. Ну, погнали дальше. Приготовься. Ведьма — любимейшее существо. Сына настреливаем. Блин, отбежала. Ладно. Это ж... Что ж получается такое? Не-не-не. Это не пройдет. Вернулись на нашу прошлую локацию. Просто встала. Как-то это не похоже на нее. Может, и сломался от того, что тупо смена локации произошла. Странно было. Угу. Лутецкий надо забрать будет. Где он? Туда свалился, да? Хилочки. По здоровью у нас 89 из 144. Ну, больше половины, по крайней мере. Кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Печать разрушена. Какая-то маленькая тут локация для битвы предоставлена. Немножечко расширим. Па-па-па. Так, минус 2 кошмара. Отлично. По ХП также. Смотри. О, наша первая секретка. Какой-то рисунок. Рисунок, да. Карта?
Я в своем прошлом прохождении на предмаксимальной сложности что-то как-то не удосужился ни одного найти. Поэтому в этом прохождении подзапаримся. Будем визуально искать нужный нам предмет по местности. А, руна еще одна. И надо последнюю найти. А я ее не вижу. А что, сразу Кольцо босса, что ли? на оторванной руке, приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Андвари. Можем вернуться к Броку. Последняя руна. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Бедняга Андвари, он погребен в огромном количестве магматического камня. Это ж какие страдания ему пришлось на себе испытать. Так, сына, настреливаем. Крутилочка. Молотобойный выпад. Раз. Сына, настреливаем. Так, вылетела тварюка. Тихо. Сына, настреливаем. Так, минус одна. Отлично. Похилиться. Бомба с радиусом нашей атаки среагировала. Вот бывает же в жизни совпадения. Ладно. Так, отвалите. Крутилочка. Так, минус один, по крайней мере, должен быть. Это выходит 210. Ну, где-то так, да. Так, восстановление рунической атаки. Повторная крутилочка, избавляемся от этого. Да блин. Надо эти все бочки порушить. Так, ладно. А бочка минус. И вторая тоже. Давай. Вот. Хорошо. Зажали ироды. Да вы можете мне дать хотя бы передохнуть, не? Крутилочка. Щит не работает на 180 градусов. У него где-то конусовая природа. Ну, 7 градусов где-то 80, максимум 90. Остальную часть он тупо не блокирует. Даже если очень сильно захотеть. Не успели среагировать. Ладно. Сына настреливаем. Следи за ними! Надо ему скорострельность прокачать будет. А то как-то грустно. Раз. Два.
Да ты издеваешься. А, все. Минус 1. Есть. Получай, Траубер! Да, блин. Берегись, отец! Берегусь, берегусь. Будем использовать, значит, рельеф местности. В плане доступности доступа к противнику. Ну и пусть стреляют. Минус. По ХП у нас меньше половины. Это на 1-2 удара. Давай, давай, сюда. Так. Так. Крутилочку хочешь? А надо. А что у тебя по молоту? Повторочку делаем? Берегись! Блин, Отец, нет! зажали. Самое неприятное, что Кратос не может спиной прыгать. Вот что у него не отнять, он очень сильно в плане некоторых моментов тупит. Да ты издеваешься. Давай, давай, подходи. Вот сюда вот. Берегись, отец! Так. Не-не-не. Берегись, сзади! Так. О. Кратос большой и неповоротливый, ты бы еще тройное сальто попросил. Хоть не тройное, а хотя бы кувырок двойной. Вот это бы можно было бы обеспечить. У него ж как минимум есть военная подготовка в плане военных там всяких действий. Что он не может провести маневр? Так, ладно. Пока нет! Я уже готов. Так. Минус. Хорошо. Сзади противник. Следи за ними! А ты откуда? Бежим, значится, за дальним боем. Сейчас его отчебучим. Так. Зачем? Ты геноцид машины. О каких уворотах речь? Ну, во-первых, у Кратоса иногда нету возможности блокировать или парировать некоторые атаки противников. Из-за этого нам приходится только уворачиваться. Так. Не-не-не, все, спускаемся. Следи за ними! Не-не-не, все, спускаемся. Тактика галактика. Как оно не взорвалось? Сына настреливаем. Пока нет! Минус 1. Хорошо. Ну так ты геноцид машины убей их раньше, чем они сделают атаку такого рода? Ну, это легко сказать. Куда пошел? Идите отсюда. Это моя гора, и я ее крышу. Так, большая громила у нас.
Минус отсюда пошел. Кто там говорил, что спартанец не делает любимейшие эти удары ногами? Вот. Блин, упали. Ладно, бывает. Все, хорош. Остался последний. Выбиваем из него всю дурь. Прости, я не готов. И добиваем руническими атаками. Это было больно. Это было больно очень. Че по хп? 56. Ладно. Не трогай сыну. Сыну, не трогай. Так. Вот это было вообще подстава из подстав. Он то ли входил в свое дикое состояние ярости, то ли сейчас хотел нам прописать атаку в конце. Это прям на рефлексах чуть-чуть прошелся. Так. Здесь залутали все. Ну, давайте еще пробежимся глазами. Мы вдруг забыли чего такого интересного. Оттуда мы пришли. Здесь проходили, да. Здесь были. Угу. И вот тут открыли дверь, разбив рунические камни. Будь силен, Атрей, соберись, ищи слабое место. Понял. А что делать, когда ты одно большое слабое место? Ну, с Богом. Вот эти бочки мы уберем. Они у меня добра не вызывают. Еще с прошлой битвы. Что делать? Плакать? У бога войны нету слез. У него есть только одно, состояние спокойствия и второе ярости, да. Без резких движений. Ну, похож, этот древний вообще по принципу похож на прошлого. Они оба стреляют примерным типом атак. Прятаться за тем, у кого нет слабых мест. Дерись! Ну ты будешь стрелять, не? Тебе нужен целебный камень. Это я согласен. Так, добивали тем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот делайте такие упражнения по утрам, и спина болеть не будет. Да почему ты не блокируешь, что у нас парирование есть? По факту вот эти атаки дальние мы умеем парировать и отсылать противнику назад без получения урона нам. Ищи слабое место. Но почему это так не работает? Непонятно. Спокойно. Так. Без резких движений. Забыл убрать эти бочки. Будь готов. Так, чё? Будь готов. Просто. Ладно. Ну ты можешь не делать этого так подряд-то. Уклонились. А, у него 2 серии атак, да? Тебе нужен целебный камень. Надо хилки на поле боя поискать. Хилочки. Ни одной, что ли? Это ужас. Приятно, что против таких противников не работает руническая атака. Вот что не говори, а, блин, эти куски камня прям максимально неудобные противники. Отец, ты тяжело ранен. Так, драугры набежали. Ну, они напоследок. Это вторая фаза боя, да? Чего?
тут я не понял немножечко, сфига ли мы померли. Леона Трей, соберись. Там Ищи дальнего слабое боя был место. Драугар, что ли? Понял. Но я видел его с мечом. Ну, предположим, по нам попал это Драугар. Драугар-метатель. Какая это? 217-я? Ну вот честно, предположить могу, что... Сколько? Какая у нас прошлая была? Угу. А меч нельзя кинуть? Меч. Драугар не кидаются мечами, не. У них это заскриптовано, не. Спокойно. Они могут Ты только в зря своей крепкой мертвой хватке держать и набивать нам морду обычными средствами. Здорово, здоровяк. Тавтология, кстати. Ну давай, давай. Блин, не успел, ладно. У тебя уникальные драугеры со встроенным обучающимся И. Вообще тема. С такими посражаться там не грех. Так, Драугар. Где топор? Я не понял. Так, Драугар на потом. Сейчас у нас набивка этого каменного чудовища. Раз, раз, раз. А где Драугар? Где он? Я не вижу. А, вот. Он раскрылся! Давай! А пофигу, что он раскрылся. Так, минус Драугар. Все. Занимаемся этим дальше. Вот удобно, что разработчики, понимая, что деваться от их атак по площади некуда, тупо навалили нам камней. Раз, два, раз, два, раз, 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 раз. Так, еще один. Драугар. Эх, снова обуз летающего топора. А куда девать? Против этой махины-то и использовать другого ничего нельзя. Осталось двое! Он раскрылся! Давай! Ну подойди, Драугар, хороши набить. Все, минус, хорошо. Давай. Хорош. А, минус. Ну вот у нас сколько? Больше смертей вызвала битва до, чем на самом боссе. Даже не верится! Редкий Поверь, предмет, чары. сильнее, чем Сопротивление огню повышается отец. ровно Посмотрим, на это ли 50%, кольцо алхимика? а при повторном установлении второй печати до 85%. Понятно. Кольцо Андвари, Зеленый камень. алхимика. Гномья надпись. Алхимик. Но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это Броку. Угу. А, Лутецкий, да, еще остался у нас. Вот локация вообще в God of War некоторые зачетные есть. Наподобие Альфхейма. Если желаете, можете посмотреть в описании под роликом. Есть плейлист. Это прошлая часть. Вот там очень красивый мир со всеми архитектурными особенностями эльфов. Но сами эльфы некрасивые. Они какие-то уродливые. А вот архитектура и природа красивы. Ну давай, Не чего могу. ты? Вот. Прочесть можешь?
Слушаюсь. Прям по армейским законам. Слушаюсь. Так точно еще не хватает. Эти руны начертаны в торопях. Написано Игимстейни. Гимстейни? Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь Вот. тебе интересно. Мы Может, на нашли гномском алхимика. что-то? Нам обещана награда. Мгм. Ну, давайте спускаться. Вперед! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. А где противник? Вот противник. Такой быстрый! Минус противник. Ресурсов с него никаких не упало. Вот тут у нас есть, как я понимаю, возвращение назад. Типа мы ползем тут. Да. А вот если... Вон там есть какая-то нычка. Погнали туда. Ради нычки и двор заберем весь с собой. Другой мусор. И врагов. Так. А, это не нычка. А, не нычка. Это тоже спуск, да? Угу. Ладно. Так и запишем. Раз. Раз. Вот я когда-нибудь тоже хочу вот на такой тарзаночке прокатиться. Прям, наверное, на эмоции прошибет на раз. Как на положительные, так и в меру отрицательные. Потому что высоты я боюсь жестко. Даже как-то рассказывал на своих стримах. Да. Пытался бороться с этой фигней, устроился на подработку одну, связанную с высотными работами. Пока работал, в принципе, привыкание имел своей боязни, ну то есть какого-либо такого прям жесткого тремора не было. Закончил работу, со временем все вернулось на круги своя, блин. Так, минус троечка. Хорошо, да? Хорошо. Стал лучше. 64 хп. Не густо. Вот нас и привели к обратному нашему этому проходу. Так. А что здесь? А здесь просто все восстановилось. Прокачишься разок и будешь говорить, ну нахрен такие забавы. А знаете, какая по счету вторая у меня мечта? Ну не мечта, просто... Как сказать? Правильнее. Моментик в борьбе со своими страхами. Вот давайте говорить вот на чистоту. Полетать на планере. Вот знаете, тема типа Что вы нашли? с инструктором или без, вы с высокого места, горы предположительно, разбегаетесь и прыгаете в пустоту. Ну, в бездну. Которая ожидает нас всех когда-нибудь. Да. И вот вы на свободном полете, на порывах ветра, летите и чувствуете вот все вот это вот. После такого счетчик смертей будет равен 1. Вот, к сожалению, в реале у нас, да, нету такого, что можно загрузиться обратно. Это грустно. У нас есть только одна жизнь. Прыжок с парашютом сделает только ощущение... Сделает... Сейчас надо чатик вывести. Чатик. Кстати, в прошлый раз мы так и не поняли, почему у меня комментарии на PS консоли так лагают. По-любому ютубовская фигня какая-то.
Прыжок с парашютом сделай. Тоже ощущение незабываемое. Но вот честно, я когда в военкомате на эту тему интересовался, там Твоего отменили алхимика. вот эту фигню вроде. Прости, Брок. Там можно было нашли раньше только руку, в записаться, которой было ну, кольцо. по крайней мере, не был как на душеед, курсы, а как на, видимо, типа, Сжег все остальные части. да, Вы, небось, все равно ждете как на испытательные награду, да? такие моментики. Само собой. Ну и на Ишь ты, машину там само тоже. собой. Не Мионик помню, чтобы у птиц Фраксий. было столько же жизни, сколько и у кошек. Ну, понимаешь, птицы, они свободолюбивые, Мне надо они получше любят полет. рассмотреть кольцо. Может, Андвари Да. вложил в него немного Вот магии, прежде по чем названию пожариться. можно понять, что Гном я так умеет? одна из А этих то, самых птиц. гномы и Люблю волшебные прелести, камни — как это ворон. мухи и свиная Люблю, попа. Чуть-чуть ну, аллегория. побороть Да. свое чувство страха и уже не высоты так хочу. интересно. Это во-вторых. В-третьих, люблю черный цвет, прям очень стиль охрененный. У меня вся основная одежда это в черных тонах. Или в темных. Да. Ну, кроме рубашек, там, соответственно, некоторых стилей. Потому что, ну, тупо черные рубашки одни, это как будто я, блин, в трауре хожу. Вот, что еще? Ну вот, как-то так. Ну, что еще надо? Что еще надо? Брок, нет, не Потому что наезжай. я со своим никчемным братцем больше Мы не нашли работаю. ручку, которая дает нам маленький шанс какого-то щита при каких-то успешных реалиях. Его юзать мы не будем точно, потому что шансы слишком маленькие, да. Черный, но большинство носят черные. Ну, такой самый распространенный цвет, но у меня прям, если не обожание, то, по крайней мере, чувство комфорта явно черный цвет вызывает. Ну, еще и зеленый. Сюда. Вот на нашем канале можете заметить, что преобладают как черные, так и зеленые цвета. Зеленый мне нравится в плане его олицетворения как жизни, как момента в круговороте природы и жизни. Ой, ну, жизни, да. Вот. Зеленый такой прям четкий цвет. Ну, а черный ему сопоставляет. Жизнь и смерть на нашем канале. Да, в цветовой полигамме, блин. Палитре. Так, что там было с зайцем и черепахой? Во, сейчас послушаем. Давайте еще возьмем следующее задание. Хранилище Фафнера. Интересно. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Это как бывает, если у тебя... Вот интересную шутку ты прям запомнил, что она незабываемая, прям разрывная до дрожи в щиколотках. И такой друзьям своим рассказываешь, и что-то как-то вяленько получается. Вот примерно такое же, блин, сейчас ощущение. Слишком много умных слов, давай попроще. Помните, я обещал на каком-то из начальных стримов по Ведьмаку, что у нас будет небольшая часть философских осмыслений. Да. Ну вот, я выдал вам определенную Пойди базу. сюда. Через несколько десятков, ну не десятков, а через несколько стримов Еще повторим. одна карта сокровищ. Так, свиток. Не Надя, и без того жить сложно. Ну почему же не надо? Как говорится, для постоянного развития себя как личности, как простого в плане человека, социального существа, необходимо постоянно развиваться, постоянно разговаривать на какие-то темы, связанные... Ну, нормальные темы, короче. Не только там шутить про всякое несуразное, а вот еще вот про всякое умное. А что это? Чего? Странная фигня. Странная. Ведьма? Ведьм мы не любим. Ведьма, блин. Не мешай нам.
Она плюется теперь, эта лисохвостка. А как с ней сражаться, извините? А можно я из щита выйду, пожалуйста? Вот, это нормально. Эта хрень меня бесит. Сына, постреляй. Вот. Сына, постреляй. Нет, на этих собаках, кротах, блин, невыгодно использовать палача, потому что он слишком медленный. Пам-пам-пам. Прости, не могу. Ну вообще, смотрите, у нас уже даже неплохо получается с откатом по руническим способностям. У нас в 2 раза больше дамага получается. Вот и все. Вот и все. Возможно, это что-то ценное. Как минимум, но мы не узнаем этого, потому что система отключена. У нас нету, знаете чего? Электрических атак. Эта локация у нас полузакрытая будет. Надо будет возвращаться. И чего? И как работает? Ну, типа, проход-то сюда есть. Все, понял. Мы сейчас разрушаем мост. С другой стороны, мы с помощью самих этих цепей, вот этих вот, открываем проход здесь. А здесь пробегаем вот тут, да? Или как-то так. О, челик. Сразись со мной, громовержец! Да, у нас закрыта эта лока. Дополнительное задание. Твоим воплем, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего С отца. тобой сразиться хотели, а ты убежал. Не выйдет. Ты мертв. Но он никуда А деваться-то мы и не можем тебе сможет. помочь? Конечно, не бесплатно. О нет, Ували эту вернемся. статую, и я Да, разрешу тебе вернемся порыться сюда. в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. Уничтожить статую Тора. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Да? Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Интересно. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. Вот заметьте, А даже потом боги, я утратил блин, его. пьют до полного Его изменил беспамятства. Гнев. Пресс F бедному мужику. Ладно, отомстим за него. У нас с Тором тоже свои Мой счеты отец в будущем похоронен будут. на острове к востоку отсюда. И как минимум сейчас мы ему подна... В будущем, когда будем проходить Рагнарёк, это будет, по-моему, сразу... Ну, я голосование опущу, соответственно. Если проголосуете после прохождения годика, да, вот этого, может, начнем сразу Рагнарёк. Примените сразу после ранения, чтобы быстрее собраться с силами, увеличивает время парирования и повышает шанс при блоках. Просмотр меню. Это вот этот, да, эффект. Ну, фигня полная. Фигня полная. Угу. Так. Раз. Ну, здесь мы, по-моему, все закончили. У нас далось дополнительное задание.
Где оно? Падение молота. Давайте его выполним. Дух. Тот, чью мать убил Тор? Да, нам заезжаем на эту территорию, новую локацию. Что? Запомни найдем его там историю. статую. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Вот, кстати, интересная тема. Кратос, как бывший человек и впоследствии ставший богом, понимает как человеческую сторону бытия, так и сторону богов. Историю расскажешь? Да, И в этом плане он балансирует. жила-была лошадь. Ну как балансирует, Она больше к решила человеку отомстить относится, своему потому что врагу, он жаждет всех оленю. богов убить, Не по крайней сейчас. мере. Потом закончим. Ладно. Но и богов он в некоторой Вейгар, мере да. знает. Южный форпост Потому что короля если ты не гномов. знаешь, кого убиваешь, то это Короля гнома? как-то Ты про странно. такого слышал? Кого? Нет. Ну это, блин, весело все, конечно, но вот что нам не дают прям в прямом эфире понять, какую записку читать, грустно. Эй, Брок, ты слыхал о Грустненько. короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Мац... Да, этот уродец когда-то Мацагнира? правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть? Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Ищешь чего, пацан? Блин, надо бы нам обновить комплект Атрея, а то у него что-то мало всяких обилок сейчас имеется. Увеличение урона по врагам. Враги придушенные получают доп. Урон. Оглушение. Да. А Трей иногда находит камни здоровья при ранении и повышает эффект самих камней. Вот по-любому вот на это накопим. Определился с выбором? Та-та-та. Чешуя всемирного змея. Етить его тут много надо. Золотой талисман. Ладно, оставим все улучшалки на потом. Вроде неплохо справляемся. Ну, по крайней мере, пока не встретили противника на голову выше нас. О, вороны. Отец, берегись! Сына настреливаем. Так, тут волки есть, да? Волки волками, волками волочки. Так. Так. Волк, иди сюда. Я его уложу! Так, начинаем. Молотилочка. Раз, два. Все хорошо. Раз. Откинули. Два. Второй кружочек. Раз, два, раз, два. Раз. Молотилочка. Раз, два, три. Все. Вот сундучок. Вот интересный момент, я как помню, там постоянный эффект руны, точнее талисмана, который мы активируем, что при восстановлении рунической атаки, соответственно, каждый, да, у нас повышается сам урон этих рунических атак. Но на статистике нам не пишется насколько. Вот если писалось, было бы поприятнее. О, еще сундучело. Поэтому у нас урона на короткий промежуток времени может довольно-таки много выходить. Не вижу ни одного ворона вообще. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут С кем? повсюду сажа.
с Они жителями лежат в данной печи. местности? Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Намеки, Но намеки. все равно погибли. А, еще волки, да? Ух, через прогиб кинули. Он помер сразу же. Молотечка. Раз, два, три. Сына настреливаем. Черепушка минус. Готов. Вот что добивали те. В каждой серии довольно-таки уникальные. Ну, как уникальные? Добавляются новые противники и, соответственно, разные добивалити. Но вот они из серии в серию вот все красивые очень Проклят получаются. король-гном, И зрелищные, мечтых людей. по крайней мере. Видать, Да. король был не из лучших. Не из Интересно, лучших. за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Любопытство. Но без любопытства не было многих вещей в нашем мире. Да. Угу, так. О, какие статуи. Вырезаны красивые. Ого! Да. По Лутецкому ничего не видно, а вот лодочка есть. Как строят такие огромные статуи? Гномы — находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Вот этот моментик, кстати, в правой стороне покоится один наш добрый друг в будущем. Что интересного И расскажешь? для его освобождения надо Жила-была перебить определенную армию Она противников. решила Сейчас отомстить вернемся к своему нему, врагу, конечно же. оленю. Она встретила охотника Давайте и заключила послушаем. сделку. Но сначала выполним доп. Она задание. дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Угу. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. А как тогда? Ну вот, блин, Каратас обломал всю философскую суть. Так, подлутались. Большой молотобоец. Где дома Раз, должно быть слабое место. минус. Откат. Раз. Крутилочка. Второй. Молот. Раз, два, три. Третий палач. Успеваем. Все хорошо. Не отбили. Так, так, так. Отбили. Подъезжает третий, да? Промазали. Это фигово. Так, восстанавливаем. Восстанавливаем. Раз, два, три. Тебе нужен целебный камень. Иди лесом, пожалуйста. Ты вот. Сына, настреливаем, настреливаем. Вот самодоводка. Капец, неприятно. Вот что у противников не отнять, что они прям в моменте, в предфинальной своей фазе атаки, могут удар сместить ровно до тебя. Вот это прям дичайшая несостыковка, которую я не понимаю. Нам второй сейчас подойдет там. Раз. Раз. Что там по второму? Нет? Нету инфы. Вот, все хорошо, отлично. Враг убит. Враг-то убит, да. Сейчас у нас тут немножечко Кинет что-то затупливает. По восстановлению способностей. Фиг его знает.
Пам-пам-пам. Ну и что, вылезать-то будем, нет? Да тут полно драугров. И где они? Ни одного не вижу, сына. А, так. Крутилочка. И все, что ли? Как-то быстро он разлетелся у нас. Да. Вот это называется мощь магических атак. Есть. И как О, думаешь, ворон, собирался вижу сделать это сам? одного беднягу. Блин, не достаем. Вроде вот-вот свалится. А где еще один? С тыльной стороны, что ли? С тыльной стороны. А, плащ разрушить надо. Не так ты и могуч. Избегнуть Бога не так-то просто, сын. Не так уж ты могуч, Тор, да, пока мы тебя не встретили. Это не предмет для шуток. Прости. Ну, не обижай сыну. Все залутали, да. Погнали тогда высвобождать нашего хорошего ящера. Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, Так и боги весь смысл в том, сильны, что но сеют никто не несчастье. хочет. Такова жизнь. Да, сын. да. При помощи этой власти что-либо исправлять и помогать. Я, кстати, вон вижу какой-то огонек. Вон, видите? Может, еще историю? Это либо разлом, Хуже предыдущую уж сейчас точно там не будет. такой Хорошо. типа закрытый, Не сейчас. либо какая-то новая Потом фигня. закончим. Ты слышишь? Слышу. Еще драугры справа. Давай, дружище. Блин, сзади. Его же не было тут. Так, минус, ладно. Ну, давайте. Поиграем. В узком пространстве противники собрались. Все, у нас нету больше этих способностей. Да, ну побегаем. Побегаем немножечко. Аккуратней. Аккуратней. Ну, юзать-то будем что-нибудь сегодня, нет? Раз. Как ты мог промазать-то, Кратос? Я ж камеру даже навожу. Нет, этого нам не забить так. Раз. Крутилочка. Р2. На молот не хватает. Блин, не увидел третьего. Ну, вроде все шло даже неплохо. Ты слышишь? Я слышу огромное количество драугров. Впереди враг. Снова драугры? Снова. Блин, не заюзал слишком рано, ладно. Раз, разрубили. 2 зарядили. Чего? Он как будто в стенку уперся, обратный удар. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Все, а нам отсюда надо утрапать. Это вряд
Вряд ли драпать. Сына бьют. Не-не-не. Вот самое бесячее, наверное, что есть, это неповоротливость Кратоса в некоторых моментах, во-первых. Во-вторых, его несусветно долгая активация способностей. Ты слышишь? А потом, что у него еще есть? Нет, некоторые затупы в атаках тоже сильно влияют. Прям мощно. Так, -1, хорошо. Раз. -2, хорошо. Не успеваем активировать. Крутилочка, погнала. А вторая добивалите. Раз, два, три. Погнали. Активация. Не-не-не-не. Ладно, хорошо, пофигу. Крутилочка, вторая, погнала. Добивалите. -1. Этот! Отец! Тихо-тихо-тихо. Сыну не трогайте. О, видели, спихнули? Одним другого спихнули. А говорили, это невозможно. Не успеваем. Раз. О, сына, хорош. Два. Продолжаем серию. 3. Минус башка. Ну, было четенько. Самое приятное, наверное, что модельки этих самых драугров сместили друг друга. Вот тупо они толкали себя на этом месте в пропасть сами. Без помощи с нашей стороны. Практически. Так, ладно, пошлите дальше. У нас есть быстрый телепорт до этого места. Поэтому, если что, можно будет куда-нибудь, например, к Броку, торговцу нашему, вернуться за полезными вещами. Сына, где противник? А, это Харкающий. Харкающего мы не любим. Где противник? Не вижу, не вижу. Вижу. Вот, блин, крыса. Притом в прямом и переносном смысле. Его в этой высокой траве фиг заметишь. Сына настреливаем. Так, где он? Все, увидел. Да ты ж издеваешься. Тихо, тихо, тихо. ХП вообще нету. Готов, жду приказа. Подожди. Предположительно, я не знаю, у него, наверное, меньше половины здоровья осталось. Лёста. Где ты? Ну, реально не видно его. Все, застрял он, бедняга, в камнях. Видно, они, как землеройки, могут только в рыхлой земле закапываться. Так. Что я хотел проверить? Я к сундуку бежал, да.
Бежали мы к сундуку. Это что, дракон? Не видал их так близко. Вообще, прикольная тема с драконами. Если рассматривать со стороны ДНД. То есть различные разновидности, виды и подтипы драконоподобных существ можно разделить как на истинных драконов, драконов, имеющих подобие своих давних предков, то есть по типу виверн, у которых 2 лапы задние, 2 ближние, Мне как раз было и к 2 задним, этим передним лапам приделаны крылья. Потом всякие змеевидные тоже сущности. И что такое? А, это он нас огнем жарит, да? Ну ладно. Здесь не залезть, надо в обход идти. А Атрей, здесь? ко мне. Ладно, я иду. В смысле, ладно? Ты потеряешься, тебя там драугры сожрут, блин, с этими мутантами, переростками. И что потом говорить? Чего? Ну, мы открыли эти ворота. Но сами ворота не держатся. Даже какой-то определенный лимит времени. Надо сломать механизм, может, какой-то. А, вижу. О, незаметная штука. Да, она еще так в темноте-то подсвечивается вроде. Но закрывают ее водоросли. Угу. Хорошо. Прыжок. 2. Ярость. А что ты активировал? Ты знаешь, что ты сделал? Как гласит истина, если ты не знаешь, что это такое, лучше вообще не трогать различные рычаги, кнопки и просто предметы сына, да. Так что без разрешения не кликай ни на что. Просто так ресурсы дадут? Я предполагал, что у нас будет залихватская битва на этом маленьком пятачке. А все оказалось намного проще. О, сундучело подвис. Здесь можно спуститься. Отец, подойди. Подошел. И чего? Ну нет, конечно, троллить отца это весело, но Еще одна для коллекции. никогда он бог войны и ярости. Ты смотри, так получишь по макушке. Настреливай давай. Бах! Минус башка. Я готов. А что с него упало? Что скажешь? Ты внимателен. Ты внимателен. Тоже довольно-таки прикольная такая горная местность у нас на фоне тут. Дракоша, давай дружить. Это я и без тебя знаю. Мы тебя спасать идем. Берегись, отец! Вот иди туда вот. Все. А, он выжил. А, или нет. Вон туда иди, да. Чего? Атака дракона не считается тяжелой, понимаете? То есть она не может сбить им ярость, даже самую обыкновенную. Это дичь. Это какая-то дичь.
Все, справились. Ну, вообще странно. Там такой поток огня и электричества, что просто вынести его должно быть тяжело. А им пофигу. Все. Перебежечками так сейчас пойдем. Чего? Тут есть еще после эффекта атаки. Что это? Пассивная атака молниями? Да ты издеваешься. Только не говори. А, нет, сундук открыт. Это хорошо. Ну не говори, нет. Ой. Четвертое, что мне не нравится в Кратосе, это тупо неработающие сохранения игроками. То есть тут есть засерфенные кат-сцены, при которых идет сохранение. Тут идет постоянный эффект сохранения при типа отъезжании и въезжании на берег лодки. Это что, дракон? А то, что ты сохраняешься вот этим, вообще не робит. Его как будто и не существует вовсе. Ладно. Ладно, хорошо. Пройдемся по тому же маршруту еще раз. И будем умнее на этот раз. Сохранимся после этого на лодочке. Раз. А, ты дверь, да, закрыл тут. Все, открыл на постоянку. Хорошо. Да, сохранение тут очень бесит. А, смотрите. Мы тут забрали эту разломную ресурсину. А все остальное не сохранилось. Там книжку почитать. Еще что-то. Кстати, у нас портал-то тут активен? Нет, надо активировать его. Еще момент интересный. Вот при, получается, заходе в портал все наши эффекты, которые откатываются, восстанавливаются. Вот тоже интересный факт. Ладно, хорошо. Ну, ты, дракон, берегись. Ты чё это вдруг нас решил тут замочить-то? Это запомним, потом по жопе твоей чешуйчатый надоел. Ага. А ты тоже троллишь нас. Так. Приготовься! Иди сюда, Драугр. Мне, наверное, Драугры ассоциируются с теми же самыми Драуграми со Скайрима. Вот помните? Тоже такие усопшие, не особо похожие на человекоподобных. Ну, имею в виду нормальных состояний. Прям лютое сходство. И чё, и когда бежать? Слушай, дружище, ты там постой, а? Мы здесь побудем. Все хорошо. А бежать-то нам когда? Вот сейчас? Да. Вот смотри, что бывает с непослушными ребятами, которые не идут домой. Их кушает дракон. Чего? А откуда прилетело? Ты плохо выглядишь. Спасибо.
Следи за ними! А этот-то откуда? А, этот не помер. Блин. Ну, сверху я не ожидал, что нас что-то будет вообще выносить. Ну, какая-то смерть, ребята, уже. Ну, 224 или 23 предположительно. Может, даже больше. Это я и без тебя знаю. Давай, давай. Триггерим, значит, со дракона, бежим на Драугра. Ну вот ты мазила, конечно. Блин. Перевалился. Ну ты помирать там будешь, нет? О, давай, иди сюда. Давай, давай. И еще один идет к нам. Прям веселье. Минус. Так, этот Таня. Вот когда у нас будет электрические стрелы, точнее способность Атрея использовать электрические стрелы, вот тогда заживем по полной. У нас будет не только возможность станить противника, но и возможность сами какие-то дополнительные манипуляции с ними проводить. Собрал в кучу. Проведи массовую атаку. Прям четенькую такую. Да-да-да, беги сюда. Да-да-да. Минус парень. Ладно. Легенькая перебежечка. Уничтожьте святилище, удерживающего Дракон Отра. опасен. Это Отр у нас. Наверное. Ему так грустно. Атрей же у нас чувствует эмоции и вообще как-либо читает мысли существ различных, поэтому у него с этими импонирующими особенностями довольно-таки тяжело Отец, берегись! к страданиям существ относится, по крайней мере в детском возрасте. Так, вон там какой-то еще чудик. А, это ворон был. Тут заключена маска шаманизма, да, этого культа. Хорошо. Па-па-па. Так, вот и одна из них. А я знаю, что ты жив. Вот это вообще не в тему. Не в тему, я говорю тебе, дракон. Но по факту эти атаки, они дамажат не только нас. Они в стан вводят и еще противников. Опять заново. Почему там не сработал никакой триггер? Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Да. Берегись, отец! Странная фигня. Иди обратно. Ты нам тут не нужен. А тот где застрял? Вы видели? Помер с одного удара. Ну, короче, опять сейчас юзнем лодку как сохранение, автосохранение. Ресурсов нету.
И пойдем крошить всяких нехороших личностей. Тихо, тихо, тихо. По здоровью что? Ну, чуть больше половины. Мама рассказывала. Да. Можем ему? Дракон опасен. Наверное. Но ему так грустно. Следи за ними! Ну ты, конечно, моща. Разрубленная пополам. Ха-ха. Ладно, ладно. Так, сохраняемся сейчас. Да ты издеваешься. Ты же не юзал эту атаку. Да. Чё-то как-то мы от этого дракона даже больше помираем, чем от противников в целом. Это я и без тебя знаю. Давай, давай. Раз. Пробежечка. Уклонение. Два. Третий. Раз. Все, зажарочка. Нам, пожалуйста, без Meteor Air. Вот, хорошо. Я тупо даже не горю желанием на зону атаки этого дракона выходить. Вот иди обратно туда. Потому что она дамажит нас. Иди обратно, я тебе говорю. Все, хорош. По хпшкам. Жестко. Все, вынесло нам. Ладно. Давай, юзай свои огненные дыхания. Мы сейчас юзаем лодку как автосейв. Чтобы не бродить туда-сюда с одними и теми же противниками сражаться. Да. Разворот. Боцмана Трей. Поднять паруса. Идем на землю. Так. Пробежечка. Раз, два, раз, два. Все хорошо. Ждем. Ждем. Погнали. Дракон опасен. Вообще все мифические существа опасны. Ну, кроме какой-нибудь предварительно слабой фигни. Так, минус, хорошо. По здоровью у нас практически фулл. Так, сейчас попьем водички. Точнее, какао. Да. Вон ты, вот иди сюда. Нет, до сих пор достает, да? Ты, вот, именно. Не нравишься мне. Минус один. Да ты издеваешься, мелкий дракоша. По здоровью прям капец. Раз. Минус. Отлетел. Так, хорошо. Та-та-та. Я живой, по крайней мере, пока.
Нам нужна хилка. Уже можно идти. Не-не-не, хилиться тебе поздновато. Все, минус. Раз, два, раз. Все, разрушили постамент. Не алтарь. Одна Он говорил печать. о 3 драконах, сидящих на цепи в Мидгарде. Это их алтарь. На колонне были 3 руны. Найдем 2 другие и освободим. Чего? Это не наше дело. Понимаю, но... Засмотрелся, блин, на красоту, творящую драконом. Ты снова думаешь сердцем, сын. И твои враги обязательно этим воспользуются. Так. Забрать мы не можем, да? Хорошо. Противники. У нас тут небольшая группа противников. Но если правильно использовать именно эти зоны атак, то можно неплохо так контролить эту самую толпу. Раз, минус. Настреливай, Трей, давай, так. Отец, нет! Как говорит один мой хороший друг, бывает в жизни огорчение, когда ты в ней печенье, блин. Кстати, у нас сработало сохранение. Так, ладно. Где противники? Ни одного не вижу. Уклоняешься, да? А сейчас уклонишься? Вот именно. Иди лесом. А вот тебе надо помереть. Юзаем автовосстановление рунических атак. Второй круг. Погнали. Раз. Ух, как его там зажарило. Я Как будто во фритюре. Приемлемо. Приемлемо, да. Немного. Видно, маленькая была сила. Правый фланг! Ну давай. Угу. Вон там какой статный мужчина восседает на этом троне-то. Еще одна для коллекции. Так. Опа. Вторая руна. Вторая. Враг справа! Раз. Тихо. А как ты резко встал-то так? Нет? Не подскажешь? Он тупо лежал, вот левый чел. Вот тупо лежал и за секунду поднялся, нанес атаку без подготовки. Ладно. Представим, так и задумываемся. Да. Это просто такая тактика.
Да ты... Конечно, зеленое существо. Это какая? Предположительно, мы уже перешли за 230 смертей. Раз. Рубящая. Следи за ними! Да ты... Отдохни. Живой. Так, отлетел, да? Все, хорош. Достали. Угу. Ну, наверное, самые неприятные из всех вот этих вот челиков это будут... А ты это откуда? Зеленые, наверное, самые неприятные такие. И потом морозные. Они умеют создавать что-то наподобие волны морозной. Подлечимся. Талисман я оставил на потом, чтобы вот сейчас... Так, юзаем. А ты-то... Сзади было пусто. Так. Раз. Рубище. Два. Рубище. Крутилочка. Не даем хилиться. Вон этот чел. Жесть, который мешается. Тихо, все, тут стой. Иди лесом. Разрубаем. Есть. Ну вот, ты похилился, это тебе не сильно поможет. Раз. Два. А чё с мышкой? А чё с управлением? Ой, не с мышкой этим, с геймпадом. Уклонились прям в тайминге. Там чуть-чуть оставалось. Раз, два, три, четыре. 4 броска. Рефлексы. Раз. Раз, два. Так, напитали наш молот яростью мороза. В смысле осталось двое? Кто второй? Приемлемо. Ну ладно, пусть так и будет. Ну, дракон, ты можешь фигарить вообще не в нас, нет?
Второй навык. Раз. Откат. Следующий. Раз, два. Третий. Раз, два, три. Все, избавились от как минимум 2 противников. Нельзя тебе в дикую ярость входить. А куда ты там свалился? Вставать-то будешь, нет? О, баги. Баги в God of War. Чисто провалился через текстуру. Еще было самое неприкольное, если бы эти противники нам бы зачитывались как живые, и мы не имели бы возможность взаимодействовать с предметами. Да. Так. Свет включить. Что-то темно уж стало. Ну и погнали дальше. Руну вижу какую-то. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот для чего руны собираем, да? Непонятно тут как пройти. О! Есть один. Вот там постой. Стоямба. Давай. Летаем. Живой, что ли? Нет, мертвый. Ну, пойдем давайте. Посмотрим, что у нас снизу по расположению врагов и предметов. Ровным счетом Атрей, за мной! мы вернулись практически туда же. Так и запишем. По ХП все не очень. Вот. Его уже нет. Это очень плохо. Это немножечко плохо. Так. Кидаемся. А ты лежать. И ты лежать. Все, ты в ярости, да? Отбили. Хорош. Разрубающий. Есть. Тихо. Вот это нормально. Сзади? Что-то, мне кажется, или моя теория о том, что мы можем блокировать на 70-90 градусов, сейчас была опровергнута. Да. Сконцентрироваться на одном противнике в этом случае не очень было решением. И где мы начнем? Прям тут. Кайф. Прям тут. Залетаем на вечеринку разрубающую. Раз. Раз. Минус. Упал, отжался. И ты тоже. Так. Раз, да. Тихо. Нет, не муштруем нас. В смысле, где слева? Не заюзать. Ладно, хорошо. Я думал, как-либо до этих стрелков добраться, чтобы было меньше неувязочек. Не-не-не, вы там стойте.
Так, -1, хорошо. А что мы можем сделать? До того достаем? Не достаем. Хорошо. Разрубающий сейчас делаем. Потом делаем крутилочку. Делаем молотилочку. Отбегаем. Отбегаем. А, это я знаю, спасибо, сына. Приготовься. ХП у нас на 1 удар. Попадать-то будем, нет, сегодня? Есть. Есть второй. Предположительно остался третий. Ну ты что ж так наклоняешь голову, неудобно. Все, разобрались. Сейчас лутаемся, идем дальше. По ХП все плохо. Нам не хватает, знаете чего? Какой-нибудь рунической атаки, основанной на дальнем действии. У нас все сейчас сконцентрировано на урон максимальной толпе и тупо на на урон толпе. Ну и некоторая часть заморозки тоже. Ну, вроде ничего такого не вижу кликабельного. Полетели дальше. Раз. Кто? В смысле? О! Добивалити, конечно, не часто нам падают. А хотелось бы побольше. Раз. Мне кажется, или этот камешек меняет цвет? Да. Прикольная тема. Тупо можно выбрать, какой тебе больше подходит в данном случае. Остался один рунный камень. Где его найти? Рунный камень, где же ты? Ого, что происходит? Это дракон изрыгает свое пламя. О, нашелся. Все, Лутецкий наш. Один из 3 компонентов для увеличения нашего объема ярости. Кайф. ТТТ. Прыжок веры. Дракончик. Но вот если бы мы играли в ассасинов, сына, мы бы подошли вот к этому сзади сбоку где-нибудь, убили его ударом в голову при помощи нашей скрытной фигни, а оставшегося забили бы вручную. Но тут так не работает. Поэтому рашим! Рашить наше все. Спасибо, сына. Так, -1. Отлично. Второго можно, в принципе, и яростью забить было бы. Тихо, тихо, тихо. А ты можешь эти серии делать чуть-чуть не тогда, когда надо? Раз. Мы живой.
Ты давай это, не делай. Я готов. И минус. Все хорошо. Ярость мы оставим на босса этой локации, как я предполагаю. Потому что нам там удача может и не повезти. ТТТ. Буковка R нужна, да? Буковка R. А здесь нам что? А, оно открылось. Наполовину. Уже руны справа отвалились. Они должны быть где-то тут. Не работаешь? Ладно, давайте поищем руны. Вот одна. Предположительно, это какой кусок? А фиг его знает. Ух ты же, ворон заныкался от нас. Сын, Слушаюсь. Давай. Читани нам, Интересно. что на скрижале тут написано. Ну, краткую выжимку. Давай. Нет, не дали. Ладно. Ну вот эту вот руну мы правильно поставили, которая буквой N. Нижнюю мы тупо можем зарандомить. Не работаешь? Блин. Вот, заработало. Что там сказано? Друа. Это значит верить во что-то или в кого-то. Верить? Верь в Они своего верили в короля. своего короля, хотя из-за него погибло столько Во-во-во-во. народу. Это приказ. Ну-ну. Верить в него, несмотря на ошибки. Ну такое себе. А как туда пройти? А, нас, наверное, из пещеры, да, выпустят здесь. Да. Вон, руна еще. Так что это только в конце мы ее разобьем. Кто кряхтит? О, вы кряхтите? Я его уложу! Кайф. Один горит. Второй палач. О, одного добивали. Течь даже. Угу. Где третий? Третьего нет. Время интересных историй, дорогие сын, друзья. здесь еще один. Да. Это Скади. Она Скади. нравилась маме. Великая охотница. Это ее отец и звери, на которых он охотился. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Ну, либо отец погиб, потому что он, видите, можете заметить, волки делают свои дела, воют. Либо какой-то тоже случай у них несчастный случился. Крутилочка. Один упал. Кайф. Тупо летают ребята. Не надо сзади. Как пинбольные мячики летают. Даже смешно становится. Приятно, когда бой легкий. Хилочка. По здоровью у нас все плохо. Помрем от одного пинка. Ну, от двух.
А здесь что было? Так. А, он умер, да? Ого, ты посмотри. На что? На что именно, сына, нам смотреть? Если это строил гном, наверное, раньше смотрелось здорово. Где? Да, быстро отлетели эти ребята. Пам-пам-пам. Мне кажется, или это дверь? Гномия. По размерчику. Ладно, давайте проверим тогда правый проход максимально. Потому что он не выглядит как бы основным. Прости, я отвлекся. Да, вот тут вот. Нам камни закрывали доступ к сундуку. Хорош. А сейчас мы активировали слив, да. Вода ушла, получается, и можно снизу будет пройти. А здесь у нас проход к руне. Ну ты ж рукожопий, Кратос. Кратос, блин. Ай-яй-яй, блоки не успеваешь ставить. Это не то, что я виноват, понимаете? Ну, реакция. Она же, у меня же нормальная, даже сверхбыстрая, как у мангуста. Там сколько? 0,5 секунды. Так что это, ну, просто тупо не успевает устройство передавать. Так, крутилочку сейчас делаем. Делаем большой шмяк. Делаем бах. Рубака. Подбрасываем. О, спасибо, сына. Подержи. Мое пиво, блин. Дракон, ты нифига не помогаешь. Вот еще интересный момент. Получается, во время совершения катсцен, да, я вам уже говорил это, у нас есть неуязвимость при блокировании, парировании, при активации каких-либо рубящих атак. И вот это вот очень здорово. Это нам позволяет иногда даже моментики с невозможными, ну, с попадением прям стопроцентным по нам нивелировать. Нет, эту руну мы уже смотрели. Она тупо у нас подсвечивается. А здесь у нас пропасть. Дракон, блин. Раз, два. Хацельвурм! Где там Сильворд? Танцельвурд, стоять! Не плюемся, это не по-джентльменски. Постреляем.
Ну что такое неукротимый и неуловимый? О, а те челики охраняют вход. Блин. Я уже готов. Я не понимаю, как эту плюющуюся лисохвостину догонять. Или вообще бить, в принципе. Мы подбегаем, он сразу отскакивает. И тут 100% шанс у него у ворот работает постоянный. О, скрижаль. Давай. Сюда. Ладно. Ну и что там интересного нам рассказали? Король гном заставлял О. подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Ну и ну. Фанатик, который считает, что только его раса считается победоносной? Или просто любил коллекционировать всяких питомцев? Друзья, давайте вы нас пропустите, мы с вами даже сражаться не Великий хотим. брат! Ладно. Как хотите, вот честно. Я предлагал лучший вариант из возможных. Получай! Сына вообще топчик по отсечке высшего пилотажа. Минус Драуга. Все хорошо. Та-та-та. О, сундучела. Не кажется, ли кто-то кряхтит? Нереально. Кто-то причитает или кряхтит, это как уже понимать. И Отец, звук идет отсюда. надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он Ты уверен, нападет. что это надо Я знаю, делать? но нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь Сына, их тебе мысли, подзатыльник а надо я дать. слышу. А ты не слушай. И... приготовься. Ладно. Тут у нас есть места, где спрятаться, получается. Хилочка одна. По предметам пусто. Ну, с богом. ХП у нас вроде даже более-менее полное. Берегись, отец! Откат способностей быстрый. Крутилочка. Вторая. Еще один откат. Раз, два, три. Погнали. Следи за ними! Слежу. Все, хорошо. По ХП чё? Меньше половины. Етить там прям... Не, если сейчас не похилимся, сгорим. Ты тяжело ранен. Давай, прыгаем. Але... Опа! Все, хорош. Раз, два. Не попадем. Не попадем, да. Харе, все, успокойся. Да, покричи нам тут. Берегись, отец! Блин! Нет, вставай! Не туда юзнул уклонение. А было все довольно-таки прекрасно. У него здоровья осталось либо четверть, либо меньше половины. Да. Ну так и запишем.
посмертной записки. Умер, потому что неправильно уклонился. Так, второй круг. Сансары, блин. Погнали. Раз, два, три. Все хорошо. А мы тут застряли. Давай, давай, спадай, спадай. Вот, все хорошо. Так. Что дальше? Прыжок. Прыжок мы любим. Ну ты, Кратос, тяжелый как. Так, так, так. Прыжок, да? Вот, хорошо. Плохо. По ХП у нас вообще 2 единицы ХП. Вот это я понимаю. На тютельку идем. Не уклонились. Да. А по факту его удар ногой, который действует по области, можно заблочить щитом. То есть так его надо и блокировать. Перекаты тут малоэффективны. Ладно. Дубль 3. Раз, два, три. Восстановление способностей. Дубль. Погнали. Ты сволочара. А с чего мы загорелись-то вдруг, нет? Это странно. Давай, прыжок. Хорош. Читаем, читаем. Так почему мы загораемся? Я вот не понял момента. У него тупо какая-то аура пассивная действует на нас или что? Странная фигня. Ладно. Но пока у нас в начале все по стандартной тактике. Максимальный урон наносим. Не-не-не, это тупо. Он в огонь сразу встает. Давай. Прыжочек. Раз. Ну ты до ворот-то не делай, пожалуйста. А почему она дистанционно еще что-то взрывается? Непонятки. Ну, давайте, знаете что, посмотрим, что у нас есть из способностей. Вот эта фигня по области нет, не работает. Тут тоже. Это нет, по урону все мало. Это лед. У него еще и продолжительность действия. Точнее, активации долгая. Хорошо. Какого у нас второго уровня, да? Увеличение количества разворотов при удержании R1 и добавлении эффекта небольшого вихря. А тут первый уровень. Ну, фиг знает. Вообще... Вихрем крутимся.
Берегусь, берегусь. Только у нас что-то огонь вообще не пропадает, нет? 8 здоровья. Все здоровье в минус. Сколько восстановили? Ага, 15, единиц 12-13 где-то. Сына настреливаем тоже. Почти готов. Блин, там сыну давят жестко. Етить там у нас. Не-не-не, он стоит в огне. Тоже в огне стоит. Я готов. В огонь влезли. Ой, запаниковал. Блин, паника до добра не доводит. Боишься? Потом еще, если так сравнивать, то наш эффект Мороза должен как-либо отрицательно сказываться на его маневренности. Что-то я не вижу такого. Следи за ними. Давай, давай. Прыжок. Нет, затупили. Затупили мощно, очень мощно. Надо похилиться немножечко. Так это как работает? Он тупо топ? Он топает, вызывает область огня. И этот огонь следует за нами ровно до того момента, пока мы не остановимся, да? Или пока мы бежим. Ага. Блин, понятно. Я думаю, что это за фигня какая-то? Так, раз, второй. Загорелись все-таки, да? Ну слушай, ты меня тут зажал? Мне деваться-то нет. Так, так, так. Топает. За нами, да, вот эта вот печать появляется. А как ты так прыгнул тупо? Нет? Он тупо поменял траекторию прыжка в полете. Следи за ними. Нет, вставай. Мы попали в прошлую атаку огнем, да? Ай, бывает в жизни. Тяжело. Знаете, что у нас есть? У нас есть руна, которая понижает нам урон от огня. Давайте вот сюда. Урон от огня сопротивлению 50%. Ничего не вижу. Вообще ничего не видно. Берегись, отец.
Ладно, отбегаем. Прыгнул. Хорошо. Отбежали. Огонь. Не забываем, что атаки рассеиваются долго. Не попали. Не попали. Ну ты издеваешься. Отец, берегись! Иди лесом. Раз. Активируем. В огонь попали. Попали в огонь. Вот эта способность, она не, ну как контролируется максимум направлением атаки. Вот, то есть я не успел камеру повернуть, она попала в огонь. Точнее, мы попали в огонь этой атакой. Ладно. Хорошо. Нехорошо. Берегись, отец! Нет, это все в огне, тут фиг атакуешь. Ладно. Рычит. Осторожно! Раз. Не жадничаем. Отскакиваем. Держись от него подальше! Сына, настреливай, настреливай. Пока нет. Я готов. Берёмся! Берегись, отец! Так, отбегаем, тут все в огне. Ой, я не увидел камеры, тут груду древесины, блин. Ну вот сколько у него, интересно, хп остается вот в итоге-то? Там столько у него в него урона влетает, что я думаю, прям на тютелька-тютельки идем. Берегись! Давай, давай, прыжочек. Нет, не прыжочек. Не прыжок. Это его ослепляет, что ли? За ними! Враг слева! Ух, обычная атака ударил, да? Удивительно. Без огня. Ты рычать-то не прекратишь? Отец, берегись! Так, бежим, бежим. Все, минус. Это минус? Да.
Но было потненько. В принципе, из-за того, что непонятно был один мувсет его атаки мне. И во-вторых, что неудобное окружение арены. Вот эти вот штуки, и что они он тупо думает теперь? не ему мешают, Ничего, ну, нашему боссу, но он был рад умереть а в Кратусу бою, а не скорее сгинуть в двигаться. клетке. Потому что камера Твои тупо навыки стали лучше. мешает. Ты хорошо Этот, не видит сражался, их Трей. иногда. Спасибо, отец. Сокрушительная атака, наносящая урон от оглушения и отбрасывающая врагов. Ускорение восстановления талисмана при успешных блоках и парированиях. Закрыть. Ресурсиков накапало нам с этого драугра. Ну, этого тролля. Да. Чё по ХП? По ХП, кстати, мы ни разу даже не попали под удар. Ну, или, может, попали под какой-нибудь обычный самый. Типа удара ногой об землю. А, не сюда нам. Бах! А что нам дали? След Левиафана. Слабая руническая атака. Брошенный могучей рукой топор пробивает насквозь всех противников, оказавшихся у него на пути. Давай. Бах! И он всех сбивает, да? Ну, можно будет, наверное, как-то комбинировать и менять эти атаки. Но у него очень узкий удар. То есть он попадет только по противникам на своем пути в определенном радиусе. А на остальных он забьет. Да. Кстати, кричит дракон. Угу. Которого мы сейчас идем спасать. Ух, наконец-то свежий воздух. Барабанная дробь, дорогие друзья. Ладно, Большой ящер спасен. Честь выпала Атрею нанести сокрушающий удар магическому вуду искусству. Давай, давай. не ешь Все, нас, хорош. только не ешь нас. Сын, приготовься. Давай. Пожалуйста. А что нам дали? Блистающий знак дракона. Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру неукротимости, не позволяющую противнику прерывать атаки Кратоса. Полная туфта. Да. Потому что у нас единожды попадание по Кратосу иногда вызывает полную его Что смерть. случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Так мы же видели их Подумать пепел, сейчас. Так, трупики. тут правил злой король-гном. И он заставлял людей охотиться на чудовищ. Да. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. А потом дракон Значит, разъярился и чего-то всех недостает. сжег. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле гноме. Да, вот в этой локации мы закончили. В принципе, мне понравилось. Так, было разнообразненько. Противники были на уровне мощности, по уровню своих сил. Не сказать бы прям, что непосильные, но в некоторых моментах прям вопросики вызывались. А так все вообще классно и хорошо.
Возвращаемся тем же путем. Сейчас с нашим гномиком Броком поговорим, гномом, да. Насчет всех этих моментиков. Может, что интересное узнаем. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Хорошее описание, мне Ну, а нравится. чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Это Мы понятно. заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне Интересно, Так и интересно. думал. Рукоять для топора. А какая стоит у нас рукоять для топора? Вот это, да? Может, в другой Ладно. раз. Значит, дорогие друзья, давайте сделаем перерыв. 5-7 минут. Ой. Надо мне обновить свой напиток. Вы тоже наливайте чаечек, доставайте печеньки. У нас после перерыва будет продолжение страданий и веселья. Скоро вернусь.
Ой, так, друзья, я вернулся. Да. Надеюсь, вы не сильно скучали. Все обновили, все налили. Ой, хорошо. Остановились мы на чем? Слушали рассказы Брока, да? Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Максимум информации от Брока, как обычно. Притом полезный. Сейчас мы летим куда? По целям. А у нас стоит забрать награду по разрушенной статуе Тора, да? По-моему, Тора. Да, Тора. Потому что есть Тюр, создатель всех этих масштабных переходов между мирами. И попутать их не очень хорошо. Может, еще историю? Хорошо. О. Жила-была лягушка. Ее пруд высох, и она со своим сыном отправилась искать себе новый дом. Там был колодец. Сын увидел воду и решил прыгнуть, но лягушка его остановила. Она увидела, что колодец глубокий, и если вода в нем высохнет, они не смогут выбраться. Поэтому они пошли дальше. И все? Да, Это не история. Это Вот если бы история сын туда с прыгнул, подтекстом я бы да. сына. сын попал бы в ловушку и умер, и никто бы не помог. Слыхал? Вот это история. Это жизненная история приключений Кратоса на данный момент. Эй, вы уничтожили статую? Мы разрушили статую, дух. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Боюсь, что в мир мертвых тебе дорога заказана. Там прям все тупо закрыто, перекрыто. И души копятся, Глупец. и никуда не деваются. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Дар? Нет. Какой? Гномом может быть. По ресурсам подношения Тюру. Угу. Сердце древнего. Ну, это все у нас было уже, да. Ладно. Вот получается, что можно сейчас продолжать исследовать местность на наличие всяких интересных особенностей и секретов. А можно же пойти по заданию нашего второго гнома. Но перед этим мы правильно что сделаем? Разобьем лица одним нехорошим иномирным сущностям. Не-не-не, нам никуда тэпаться не надо, нам надо восстановить здоровье. Эти я тоже не знаю. Но они отличаются от других. Ну, погнали. Что? Все, да, то есть даже таким напором их не продавить. Угу. Ну ладно, ладно, хорошо. Он, кстати, открылся-то портал, я не понял. Разрыв между мирами. Работает. Или не работает? Пока не можем, в смысле. И почему мы не можем телепортироваться? Мы же открывали порталы. Фигня какая-то. Скорее всего, связано с сюжетом. Да. Ну ладно. Осторожно! О, три работяги. Я его уложу!
Раз. О, одного можно добить. Раз. Два. Раз. Два. Отбили. Отбили. Они... Это было неприятно. Чисто сзади на нас противник налетел. Вовремя. Чё, по ХП? По ХП полное, да? Ну ладно. Тихо, 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 сзади, сзади. Все хорошо. Так, -1. -2. Нет, 1. Надо избавиться от вот этого челика, потому что он нам мешает проводить серии долгих атак. Так, так. Вот, сына, молодец, подсечка. -2. Ну, с этим здоровяком два варианта разобраться. Сейчас его роняем. Вот, отлично. Роняем и продолжаем наносить удары палача. Всего один. Тихо, 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 тихо. Последний удар, по-моему. Нет? Так сколько у тебя здоровья? Сына молодец. Сына добил противника. Ну как? 1-0 в сторону сына. Это, наверное, первый раз, когда я вижу, что хоть кого-нибудь он убил. Пыль миров. Ну, давайте продолжать изучение локации. Сейчас, блин, раскачаемся так, что тупо в сюжете нам ничего никто противопоставить не сможет. Ну, кроме некоторых моментов, которые бесят максимально сильно. Куда мы едем? Куда мы едем? Другие знаешь? Еще одну. Одного юношу поймали на воровстве и осудили на смерть. Мать навестила его в тюрьме. Она была доброй и любящей женщиной. Но вор пришел в ярость, увидев ее, и откусил ей ухо. Что? Почему? Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо — это не дело. Так. А куда мы плывем-то в итоге?
Но чисто представление ради. У нас есть тут какой-то телепорт. А, клад Фафнира. Да, это нас ведет сюда по основному этому заданию. Ну, давайте. Хорошо. Вон я вижу разлом еще какой-то дополнительный. До него можно добраться? Заезжаем сюда. О, Драугра. И еще можно повысить себе одну из характеристик. Кайф. Раз, разрубили беднягу. Два. Добивающий. Блин, что-то урон влетел у нас. Так, это я поздновато увернулся. Точнее, заблокировал. И минус еще один раунд. Все хорошо. Отлично. О, смотри, факел. Факел делается из дерева. Это жаровня. 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 Когда вроде интересно что-то какое-то написано. новое Прочитать? интеллектуальное слово слышишь, тоже фиг запомнишь, блин. Жаровня. Чё, где? А, это наши любимые противники. Я ровно для них и ярости копил. Вот ровно до этого момента специально. А, еще один. Сына, не плыниваем. Ему не позавидуешь. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 успокоились. У нас Кратос сильный, раскачанный. Вам даже противопоставить нечего. Вон, иди отсюда. Надо какой-то рукопашный стиль прокачать себе, потому что без него у нас будет в одном из моментов затуп. Не хватит оглушения. Да. Похилимся. Я, кажется, знаю даже, как эти сундучки-то открывать. Блин, промазал. Второй раз промазал. Хорошо, подождем. Времени дается много довольно-таки. Так, вот. Все, открыли, да? Физика, физика. И небольшая толика механик. Сколько у нас здоровья? 150 теперь? 180 на 40 единиц больше. Считай, два слоя здоровья у нас. Да. Угу. Вы здорово дрались. Тут еще один дух. Еще один. Лутецкий. Сына, давай налегай. У тебя с шаманизмом вроде все хорошо. Хорошо, да. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Давайте проголосуем. Когда мы откроем мир Муссельхейм, мы идем туда сразу или идем ровно после сюжета? Вон он, да. Плюсик в чат, если идем в Муссельхейм после сбора всех этих кодов.
Какая наблюдательность и безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сейд и скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Сейды. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Ну да. Нас? Других духов. В озере 9 их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? В зависимости от У того, нас что ты нет хочешь. желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. А, все так просто было, да? Обычный предмет, рукоять для топора. Повышение силы, защиты и удачи. Улучшение других характеристик. А, это просто, даже никаких активных особенностей не имеет. Просто постоянный эффект. Ладно. Ты исчез. Исчез. Идем. Ни к чему отвлекаться. А что мы взяли? Задание на розыск духов, да? Зажгите жаровни и поговорите с духами возле озера. 9. Дадут обычную рукоять, оскверненный след 1. Ну и 2 косаря опыта. Давайте съездим, посмотрим. О, кстати, ворон. Он там был разве? Вот у меня в памяти вообще не отложилось, что он там есть. Баллистика топора. Внушает. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Да. А получается, плывем вдоль этой территории, заезжаем, и тут 2 вот этих дела, да? Я же сказал, поплыли. не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желания. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы им помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот тот же. Да, есть такое. Когда ругаешься с родителями, еще моську такую сделаешь уморительную. Какие еще истории ты знаешь? Еще одну. Одна крабиха однажды Крабиха? начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не вбок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать, покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Да. Вот и вся история. Понял. Кратос через эти истории пытается передать своему сыну небольшую толику понимания, почему он так это делает. Почему он пытается его так воспитать. Это тоже интересно. Лутецкий. О, вот это находка. Ну что там нашел? Корабль. На рифы наплыл. Сейчас похилимся, восстановим все свои способности. И открываем еще один разлом с этими. Что нашел-то? Квейкья! Чего? Ну, попробовать стоило. Ну, орать рандомные слова я тоже могу. Та-та-та. 2 противника, да? 3 противника. 3. А, нет, 2. Да ты издеваешься. Отец, нет! Он тупо автодовел атаку. Ладно, давайте дубль 2. От этих противников мы со 180 этими единицами здоровья отлетаем за раз. Это стоит... Ну почему не... А, мы топор не достали. Да, он же не может юзнуть эту штуку без топора.
Кратос у нас немножечко немощный в плане некоторых возможностей. Да. Давай, давай. Раз. Да как ты это делаешь? Дьявольские иномирные существа. Вот самое интересное, мы не видим их уровня сложности. То есть у каждого противника есть свой тир. Вот можете заметить в правом верхнем углу. И вот тир вот этих сущностей всегда превышает твой. Как минимум в начале путешествия. Мы же его, соответственно, не видим. Но все равно алюляемся по полной. Да блин, ну издеваешься, даже уклониться не дают. Попробовать заюзать ярость, если она у нас имеется. И вот от этого уже играть. Ярости нет. Боже, я застрял. Сына, захватывай кого-нибудь. Блин. Интересный момент. Во время активации талисмана мы не можем кувыркаться от слова совсем. Даже прервать, тупо просто отмену сделать. Угу. Ладно. Блин, мы еще так спавнимся в углу. Наказан. Все. В углу стоять, Кратос. Попущен, блин. Приготовься. Ладно, ладно, все, ребята. Постреляй, постреляй, Атрей. Блин, ему молотом там в кумпол-то попадает знатно. Да представьте, если мы помираем с одного удара. Да ты ж заведено так, что ли? Что противники в этих разломах либо мега-мега здоровые в плане ХП, урона у них всегда много, либо они обладают какой-либо способностью к быстрому передвижению. Ну и опять какими-нибудь мерзкими другими способностями. Сына настреливаем. Не в землю настреливаем. Хорош. Застрял. Вот этот угол у чаши вообще какой-то отбитый. Там даже не уклониться никак. Сына настреливаем. Но будем играть от тактики отступления. Удары броском топора. Другого типа я не вижу возможности. И опять же, надо ждать восстановления рунических атак. Обычные атаки у нас наносят прям мизерное количество урона. Сына настреливаем. Пока нет. Не зажимаем. Хорош, вообще топчик, настрелял на 10 из 5. Папа! Я думал, все, смерть близка.
Так их и было двое. У тебя с математикой плохо все. Пока нет. Пока нет, мне неплохо все с математикой. Готов, жду приказа. Блин, карусель адская прям. Ну, вводим их по центру и по краям. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Так, хорошо. Все отлично. Сына настреливаем. А что по талисману у нас? Талисман не откатился. У него там что, ХД за один бой расходуется? Пам-пам-пам. За один бой. Но это было бы слишком плохо. А вот все, юзнулось. Юзнулось. Там 120, наверное, секунд каких-нибудь. Не-не-не-не-не, все, сына настреливаем. Прости, я не готов. Ладно. Ну вообще время на нашей стороне. Тут по факту. Сына настреливаем. Почти готов. Отец, я готов. Так стреляй. Да вы помирать-то там собираетесь. Нет. Тупые текстуры. Ну, активируем способность. Это было прям на границе жизни и смерти. Сына настреливаем. Не стоим. Не могу. А надо. Я готов. Нет, не застреваем. Там же пустое пространство. Как ты можешь застрять? Получается, сейчас попробуем юзнуть вторую руническую. Активировалась. Так, -1, мне кажется? Нет, не минус. Ладно. Сына настреливаем. Подожди. Блин, арена еще такая маленькая. Здоровье у них прям пипец. Ну и сопротивляемость, соответственно, от этой ярости тоже у них добавилась к урону. Я не готов. Как будто в космонавты нас готовят. Блин, тут такие круговерти устраиваем. Так, надо еще юзнуть щит.
Нет, блин, как это работает? Ой. Долго, очень долго. И желательно была победная. Ладно. Ставим его на потом. Ну, половину хп мы этим работягам сняли, это я говорю 100%. Про большее количество заикаться не буду. Давайте сюда плыть. ТТТ. Мне Можно кажется, или причалить там здесь. что-то с ведьмой связанное? Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее. Можно? Зажигай. Квейкия. Там какие-то прям сборища трупов или что? Кошмары! Нет. Эти, надеюсь, не вселяются ни в кого. Ты живой? Что-то уже помираю. Огонь над нами! Не продохнуть, не, как говорится, в народе пернуть, блин. Отец! Ладно, ладно. Я не ожидал, что нас со всех сторон просто сразу начнут сжимать. Угу. Но надо вырабатывать тактику. Сын, Что у нас по навыкам? 17 тысяч очков. На эти деньги, очки, точнее опыта, можно прокачать практически до максимума 2 способности. Либо вкачать какие-нибудь не особо полезные навыки Кратосу. Ну, такое себе. Тоже такое. Сражаясь голыми руками, удерживайте R2, чтобы выполнить удар щитом и нанести умеренный урон оглушением. Огромный урон. Угу. Вот это, кстати, прикольная способность. Давайте выучим тогда возможность снаряды отправлять в обраточку. Это полезно. Атрею. Атрея мы сейчас прокачать не можем, да? Потом прокачаем топор. У нас и так прокачан, да? И вызвать взрыв холода. Но это нет. Выбор 3 противников. Очень мало урона наносит эта способность. Она чисто нужна для сбива дикой ярости. Ну, по крайней мере, я вижу эту способность только в этом виде. В остальных не гуд вообще. Нанести удар в прыжке нет. Увеличение морозной ярости тоже можно взять. Основная наша способность вообще. Ну, давайте попробуем. Квейкия. Кошмары! Так. Вообще мимо все, ладно. Берегись! Тихо, тихо, тихо. Ну да, они же еще и камикадзе, я забыл. Камикадзе любят что? Когда ты к ним подошел, правильно? Способности у нас остались вкачанные? Да, остались.
Да, все вкачалось. Я думал, у нас тупо опыт забрали. Было бы как-то Сын, немножечко обидно. Сюда. Квейкия. Хегги. Давай, погнали. Ну, вообще их так не достать, да? Ворот не работает. Вот тебе! Да вы издеваетесь? Там же прям стою под щитом. Берегись, отец! Обраточка. Опа. Ну ты помирать-то там будешь? Нет? Отец, нет! Ой. Концентрация на одном противнике — это плохо. Плохо. Да. Звезда! Сын, Но если мы не убьем этих кошмаров, как минимум одни нас закошмарят. Своими атаками по дальности. И потом в ходе того, как у них будет меньше здоровья, камикадзе атаками. Да ты сколько? 5 атак выдержал? 6? 6 атак? Нет, не бросай меня здесь! Ладно. Давайте, знаете, что сделаем? Поменяем одну из атак наших рунических. Не вот этот, след Левиафана. Вот давайте его поставим. Да, он подействует, думаю, на этих маленьких сволочей. Наковальня и Вальди. Интересная способность для контроля. Давайте тоже... Ну, фиг знает. Давайте так попробуем. сын, Слушаюсь. Квейкия. Квекия. А ты жить-то там... Все, -1 кошмар, как минимум. Берегись, сзади! Берегись, сзади! Да вы можете прекратить. Нет! Похилиться не дают. Ладно, хорошо. Значит, тактика такая. Стоим в отдалении, попадаем в одного, добиваем его. Он начинает к нам подлетать, мы уничтожаем с одной тычки. Просто! сын, А потом в ходе боя надо уничтожить второго. Квейкия. Предположительно, быстрее, как можно. Быстрее. Кошмары! Все, он камикадзе. Берегись! Над тобой! Нет, не камикадзе. Камикадзе. Брат слева! Сзади! Да вы издеваетесь. Берегись, сзади! Можно мне, пожалуйста, отскочить от вас? Отец, уходи! Если по нам попадут, мы умрем? Да. Вставай! Ненавижу дальних юнитов. Ненавижу. У них самое фиговое это то, что они не попадают под нашу атаку, вот как минимум летающие Звезда! и дальние. И они в этом нашем ульте нашей могут нанести прям колоссальное количество урона или добивающие нас урон. Иди лесом. Отец, берегись! Лесом иди. Вот так вот. Взорвался. Нормально.
получается, теперь избавляться надо от вот этих неприятных типов. Минус 1. 1 в ярости, это ладно. Не в того хотел, не в того. Так, значит, Тихо, не взрываемся. Не-не-не-не-не, нет, все, успокойся. Спасибо, сына. Иди отсюда. Один взрывается, осталось двое, да? Ладно, займемся обычным. Да ты, блин, блок-то чувствуешь вообще наш, нет? Так, один остался, да? Сына настреливаем. Я так и чувствовал. Вот чувствовал, что он за секунду обернется и проделает атаку. По кумполовому лукам. Правильно. У нас сильный. Невероятно. Вы оба живы? Живы. Еще дух. Да. Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Это мы знаем. Как это? Прекрасно. Запустение, дитя. С каждой зимой. Кстати, оно если становится можно всё заметить, сильнее. вот этот Ты мужчина знаешь был причину? каким-то либо Точно не воином. знаю, Не но знаю, как в похоже, Скандинавии что в прибытие мирового змея, данной из частей серии затем сложилось по Великий государству. потоп. Ну, Многие очень утонули, похоже на я в числе. средневековье Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын, с развитием Мне просто доспехов, хотелось- всего прочего. Европейского, я имею в виду, контингента. Оскверненный след нам дали. Хорошо. Вторую штуку. Как пройти дальше? Вопрос интересный. Только непонятно немного. Не, там какая-то фигня активируемая. Ну, давайте дальше поедем по этим что я заданиям. тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. Паренек все лелеет надежду, что делает правильные вещи. А как зайти? Может, Неужто еще нам история? надо ждать второго Хорошо. отлива? Есть история про лесоруба. Давай. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Отлично. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. Ух. То, что деревья старые, не значит, что умные. Вот тут он, кстати, подвел итог, малец. Молодчиночка. Получается, еще одна душа, вот да, на этом острове у нас, по-моему, находится. Незаконченное дело, да, верно. Давайте здесь истопориться. Сундучок мы после заберем, как задание выполним, так что не переживайте. Лутецкий у нас никуда не пропадает. Да, так, а что это? Пещера затопленная. Сюда нам придется возвращаться после отлива. Так, поднимаемся. Ну, здоровье у нас на одну тычку вообще, 28, да. Жаровня. Как хочешь. У нас вариантов немного. Отхилиться по максималочке.
И уже смотрите ситуация. Кстати, ворона вижу. А что это? А, закопанный клад. Или останки чьи-то. Вот и еще одна карта. Сплав Лейптер. Закаленный молнией металл, используемый родичами Тора. Используется для улучшения рукояти с эффектом шока. Встречается в тайниках, отмеченных на картах сокровищ. То есть мы сейчас нашли, соответственно, одно из сокровищ, да? Да. Сокровище найдено. А где этот ворон? Я видел точно его. А, вон он. Но он далековато. Не достанем. По крайней мере, отсюда. Слушаюсь. По здоровью у нас меньше Квейки. полного, ну, практически половина. Это грустненько. А что они делают? Они делают какие-то взрывы. А что эти взрывы дают? А, они нас замораживают, да? И мы очень медленно двигаемся. Оп, прям кегли. Отлетели один за другим. Так, сзади противники. Ай-яй-яй, больно. Постараемся. Кстати, Лутецкий. Лутецкий. Они типа баррикад строят. Но нашему сыну пофигу. Чего? А откуда атака была? Невидимая, что ли? Но я, честно, не увидел. Ну да, мы опять тут где-то в уголке заспавнились. Кратос думает над своим поведением. Ну все, в принципе, как обычно. Жаровня. Как Здоровье у нас полное. Это отлично. пойди сюда. Слушаюсь. Здоровье полное. Можно хилочки не юзать пока. Так, в линию выстраиваемся. Я его уложу. Раз. Минус голова. Хорошо. Чего? А, их баррикады взрываются. Вот что нам урон нанесло в прошлый раз. То есть подходить к этим баррикадам вообще не стоит. Пока они есть у них. Пу-пу-пу, а так... Отлично. Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую драку. Ага, голос пирата какого-то, тебе надо? а не воина в Поблагодарить доспехах. вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да, я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других Сила живых ты тут запустения? видел? Бородатого. С татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо, что отомстили за меня. Максимум информации. Чисто ты. Больше не видел. Без толку. Ну, не могут же они все знать, что ты Поддерживаю тебя полностью, Кратос, без толку. Но зато нас отсыпал немножечко ресурсов. Да. Ресурсов и чего-то еще, правильно? Не просто же так сидели тут. Сундук откроется, нет?
Ну, я так чисто спрашиваю. У нас сундук будет открываться? А здесь можно проползти? Угу. Нет, нельзя. Ладно, ладно, ладно. Не, отсюда ничего активировать нельзя. Получается, нам опять ждать отлива, да? Ну ладно, Может, хорошо. другой скажет что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда Блин, мне отсекаешь дух от наш плоти, руководитель срез не всегда дипломный бывает ровно. и классный в школе Ты еще уже говорил. встречал духов? Всегда бери Много. худший Какие? расклад. Назойливых. Готовясь к нему, ты будешь счастлив и рад, имея какой-либо из других. Да, интересный такой. Поучительный моментик. Может, еще историю? Хуже предыдущей уж точно не будет. Хорошо. Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? О, Если станешь перебивать, я вот замолчу. это о человеческом уже. Ладно, ладно. О Скорпион человеческих обратился за помощью к жабе. взаимоотношениях. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Угу. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем Скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред. Такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Твоя мать всегда говорила правду. Ай, да. Хорошие моментики, хорошие. Так, давайте тогда продолжим Хватит истории. задание выполнять. У нас осталось вообще их немножечко. В данном случае вот задание Фафнера от одного из гномов. И все, и можно возвращаться к основной сюжетной ветке. Нам не сюда. А куда нам? А, нет, сюда. А, это незаконченное дело. А еще один, да? Ну, сейчас, секундочку. Тут тогда последний пункт в этом задании остался. И все. Можно О, причалить сверки, здесь. сверки. С ними потом будет довольно-таки много загадок и, в принципе, манипуляций. Ну, здравствуйте. И Здоровье у нас полное. А ждать стоит подставы от какого-нибудь мощного противника, может, на последней локации. Сына, настреливаем, не стоим, не тупим. А, это громила обычный. Так это ж просто. Етить нам урона тут несли. Главное не даваться громиле похилиться. Да вы издеваетесь, я застрял в камне. Отец, вставай! Ой, текстуры. Безбожно неудобные текстуры и арены. Ладно, дубль 2. сын, Сын, Слушаюсь. давай работаем. Так. Ну, в принципе, можно даже прошлую руническую атаку поставить. Вот эту, да. Она у нас прокачанная, единственная. А как ты мог так промазать, дружище, а? Берегись, отец!
О, второй вылез. Лёста! Тихо. Вот постой так немножечко, дружище. Берегись, отец! Да ты ж как из земли-то вылез и не попали по нему. Нет? Странно очень. Раз, два. А как ты не попадаешь-то, Кратос? Ну ты ж бог войны или бог промаха? Ладно, активируем эту способность. Погнали. Раз, три. Крутилочка. Крутилочка. А мы продолжаем. Стоишь, да, в блоке? Ну, стой. Стоим, да. Все хорошо. Раз, два, минус. Работяг. А, мы всех убили? Нужно поговорить. Что-то быстро. Еще один дух, которому что-то надо. Я ожидал, что у нас осталось 2 лисохвоста. Ну давай, Я заключительный пришел сюда с призрак. торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Так, Вы найдете их. А, ты хочешь найти, чтобы А ты они можешь что-то упокоились как предложить духи, нам да? взамен? Мне Что? нечего вам дать. И что? Ну, я не знаю. Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Да? Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Ну, звучит хорошо. Фамильная драгоценность. Незаконченная. Меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует, О. что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну. Тогда Ну, кстати, что как делаем на мы этих исправим островах? то, что все Мы умирают, собираем то, сына? что Ты позволяет логически улучшить подумай. снаряжение. Ты сейчас даже не И знаешь, что уходим мы с боги. пути только для того, Точнее, чтобы подготовиться к полубоги. завтрашнему дню. Так Да. можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Сундучела. Открытие кейсов. Вообще отличная новость. Даже в Кратосе она нас настигла. Эй, это не только ключ к рунам Муспельхейма. И Здесь что это? еще и руна пути. Отправимся в мир огня. Ну так что, ребята? Идем в Муспельхейм. Муспельхейм, да, если точнее. Или продолжаем задание одного из гномов и по сюжетику. Угу. Ну тут опять надо будет возвращаться. Это что такое? А, Лутецкий закопан. Мы ее нашли. Камень забвения. Легендарный предмет. Камень, впитывающий энергию при контакте. Высоко ценится гномами. Используется для улучшения рукояти с эффектом похищения жизни. Встречается в тайниках, отмеченных на картах сокровищ. Второй наш сундук сокровищ открыт. Они, кстати, так прикопаны, блин. Любой желающий их найти может. Ну так что, ребят, плюсик в чат, если мы идем в Муспельхейм. Там очень огромное будет количество орд противников на волнах. Сын, Да, будет, ты может, помнишь, тяжеловато, где но Багборд и до где какого-то Шкирборд? определенного уровня мы дойдем. Это я вам Кажется, точно да. говорю. Погрузочный слева, а рулевой справа. Так? Не от тебя, правый. По ходу движения бакборд будет слева, а О. Рулевой шкирборд... справа. Точно. Я знал. Знал. Вот это мореходные пути Кратос этот сыну рассказывает. Прям молодец, тема. Знаниями делится.
Так, так, так. И что тут у нас остается? Мир огня. Угу. И Фафнир. Фафнир у нас где? Вот здесь, да? Ну, погнали к нему. Погнали к нему. Дракончиков освобождать — это довольно-таки благородное дело. И занятие достойное Кратоса, влюстителя божественного порядка. А куда? У головы, да, проплыть надо. У головы. Блин, это махина, мировой змей. Прям удивительное создание. Никогда не прекращусь удивляться, как люди придумали столь смелые и удивительные сказания. Хочешь здесь высадиться? Да. Лутецкий. Сокровища разных миров. А Фафнир бывал в Альфхейме? Фафнир. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Фафнир тоже гномом был. Он впоследствии стал драконом. Да. Вспоминается история. Притом так удивительно, это же еще надо подготовить заклятие и, в принципе, знать магию для превращения в дракона. И желание им стать. Потому что шансы на то, что ты в него превращишься, ну, не стопроцентные, это явно. Здорово. Взгляни-ка вот на это. Ладно, мне... дары Тюру. Их не часто встретишь. Почему? Да. Ты же знаешь Одина. Он не в восторге от Тюра. Я думал, он их все уничтожил. Тюр очень часто взаимодействовал с различными Бедный расами. Фафнир. От амбиций до Из-за алчности этого его всего один Один не шаг. взлюбил. Сегодня я художник. Броня для рук. Да, Что? юноша. Создать можно. Перчатки утраченного единства Тюра. Дает огромное количество маленьких прибавок к характеристикам. Имеет гнездо для чар одно. Уже 3-го уровня. И чего? Удача, живучесть, руны. По рунам мы уйдем вниз. Это вообще не кайф. Так что остается на будущее рассмотрение билда какого-нибудь другого. Ну, а другого у нас нет ничего. Рукоять для топора. Искусство воина. Это улучшить можно, да? Хорошо. Продать ничего нельзя. Да, удивительно. Так, на чем остановились? Артефакты. Можем продать артефактов. Небольшое количество, поднять кэш. Ну, это что-то. Перевалил он, кстати, за 100 тысяч уже. Как вам, руна? Точнее, знак. Очень малый шанс получить благословление, восстановление при получении урона. Как думаете, актуально в нашем случае? Сколько раз мы можем по лицу получить? Раза 2-3?
Ну, в больших случаях, когда противник минимального уровня, ну, раз до десятка. Высокий шанс получить благословление сил рун при успешном парировании. Такой себе. Это можно продать, кстати. Отлично, отлично. И не забывай дышать. Не забывать дышать? В смысле? Броня для бедер. Мы ему продали, он же нам предлагает ее купить. Чтобы этот предмет не был утерян максимально, да? Пока. Хорошо. Ну, погнали тогда. Высвобождать одного хорошего гнома. Как я помню, тут в этом задании особенно маленькие арены. Продольные. Да, маленькие продольные арены. Ой, ненавижу такие. Давайте, погнали. Ой, тут сколько зелени. Интересный моментик, а в Рагнарёке же тоже есть, ну, на локациях особенно, да? Разнообразие в рельефном плане. Там зелени столько же, немного как и в 4-й части, или там есть Ой, похоже, они какое-то успели разнообразие в этом плане. Потому что максимум, где зелень была, это в Альфхейме. Вот там весь мир это зелень. Вот тут небольшие локации есть. В Мидгарде. Муспельхейм, соответственно, мир огня без растений. Мир мертвых тоже не особо к этому стремится. Мы промазали. Мы промазали. Стреляют. Мимо стреляют нас. Лутецкий, Лутецкий, собираем. Да вы, блин. Так, минус еще один. Хорошо. Блин, забыл, что у нас не та атака уже стоит. Сыну избивают. Притом очень больно. Это понятно, что заперто. Что-то по здоровью у нас, наверное, все очень плохо. Очень плохо по здоровью, да. Прям люто. Что можно сделать? На открытых локациях лучше всего использовать кидательный след Левиафана, да, потому что ближние атаки у нас не особо актуальны. Здорово, дружище. Как живется? Да ты издеваешься. Вот тебе, блин. Слева слишком поздно говоришь. Так это сверху называется. Раз. Минус один. Попадать-то будем, нет? Следи за ними! Слежу. Не-не-не-не-не. Ой, красота.
Прикол, из-за дерева чисто улетает к вам камикадзе. У вас секунда на размышление, ваши действия. Раз. Огонь сзади. Кого берегись? Ты точнее информацию говори, пожалуйста. Ты как наш штурман должен говорить, что не так, где не так. Все, минус, ладно. Ну, за 2 смерти разобрались. За одну точнее и одну жизнь дополнительную. О, тут бомбочка была. Прикольно. Ну как? Лучше. Лучше. Лучше без смертей, да. По хилу у нас что? По хилу очень мало. Ладно. Атрей, за мной! Заперто. Ищи другой вход. Заперто, да, реально. Получается, идти в эту пещеру только остается. О, тут у нас колокола, да? Колокола. И ворон еще. ТТТ, я не вижу остальные 2 штуки. Раз, подлутались. Ну, Кратос, тебе вес нужно лишний. Куда-то девать, а то вон бочки ломаются под тобой. Вот второй, вижу колокол. А 3-й должен быть где-то... Где он? Все увидел, да. Не попали. Раз. Не попали. 2. 3. Открылся сундучок. О, папа. Увеличение нашей ярости уже прям на подходе. Момент прям приближается, да? Так, побежали сюда. Что-то тут трупов много, сына. Может, это предупреждение? Нет? Тебе так не кажется? Кстати, можно увидеть отсюда одну из локаций. Вон. Приколдес. По ХП у нас все плохо. А сейчас хорошо. Ого! Что ого? А эту дверь можно открыть? Можно. Все. У нас теперь есть путь назад. Не заблоканный. Мне кажется, или кого-то от этих дверей тянуло. Вот. Прям кровище. Как будто тут человека... Да, вот человек сам. Сын. Ладно. Либо сам тащился, либо кто-то его тащил. Новая карта. И как выглядит? Утес. Где-то на заднем фоне либо море, либо горы. Да. И ни хрена не понятно. Фигак. Камень вставили. Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Это типа разбойники. Мощные типы. Я бы с такими встречаться не хотел бы.
А что у нас по рунам? По рунам у нас все плохо, да? Ярость надо выставить. Правильно? Нет, не ярость. Буря, да. Бурю, значится. И безумие великана. Ну, погнали. О, наши любимые. Что с этим Драукром? А я не знаю. Чего? Они прыгать научились? Он взорвался! А, да, у них появился эффект насыщенности огня. А можно, пожалуйста, предупреждать? Потому что я не ожидал такого. Ладно, хорошо. Здесь куча Драукров! Что с этим Драукром? Он немножечко горит. В каком плане? Хорошего, сына, хороший. Сына, не в того стреляешь, блин. Так, -1. Хорошо. У этого здоровье где-то до половины или больше восстановилось. Ну, больше половины, скорее всего. Но это нас не остановит. Подожди! Я готов! Кстати, у него атаки стали неблокируемыми. Или мне кажется. Раз. И минус. Живой. До сих пор. Ететь у него здоровье. Ну, сопротивляемость, соответственно, тоже повысилась. Так что нормально. Камешек собрали. Здоровица подлутали. Времени, сын. И Тогда сундуков не будет целая куча разочарований. пустых. Прям огромное количество лута лежало. Его весь забрали. Ладно, хорошо. Первая комната зачищена. Не сказать бы, что без трудов, но с неприятными неожиданностями. Соберись! О, ребятки, здорово. Не успел. Минус. Ты в смысле не упал? Давай, давай, летим отсюда. Тебя на том свете зажидается хранитель врат. А по ХП, ну, застали блин, врасплох. нормально, ладно. Просто не ожидал. Именно. Прикольно, прикольно. Чисто мосты такие выстраиваются с ходом использования вот этих магических предметов, камней. О, здорово, ведьма. А, это не ведьма? Это кто? Чисто эти челики? Блин, не в тайминг. Забываю, что у него 3 последовательных атаки, а не одна. Да, ладно, хорошо. Вот, в принципе, можно использовать ярость. Да, тогда используем ярость, замораживаем вверху все. Соответственно, сначала замораживаем, потом ярость. Убиваем самого жирного, потому что по-другому никак. Ты живой-то такой, почему? Сына, настреливаем, настреливаем.
Да ты издеваешься. Ладно, хорошо. Мы так и запишем в твоей формуле успеха. Юзает эту атаку постоянно. Тогда действуем по другому плану. Убиваем всю мелочь. Ну как всю мелочь? Максимум одного убили. Сына, держи его. Сына, держи. Отец, берегись! Да блин, я пытался заблокировать удар. Да. Ладно, хорошо. Ну, представим, что мы действуем в правильном русле. Атаки у нас наносят большое количество урона, достаточного. Осталось только их более-менее применить. Сконцентрируемся на жирном. Сына, настреливаем. Я не понял, у него успела это кастануться эта фигня или нет? Не-не-не-не, все, тихо. Тупейшая фигня получилась. Ладно, хорошо. Просто есть моментик, что вот эти ребята, они как бы здоровье восстанавливают просто за секунды 3. Поэтому если мы отходим от них, они начинают жестко нам мешать в плане ярости, в плане восстановления здоровья и всей этой дичи. Здоровье. Нет, сейчас он точно не успел ничего восстановить себе. Сына, настреливаем. Тебе нужен целебный камень. Спасибо. Сына, не в того Вот, молодец. Красава. Сзади ты поздно говоришь. Я просто краешком камеры увидел, что там какая-то зеленая фигня, блин, у нас действует. Не успел повернуться. Ну ладно, хорошо. Ты меня так выбесишь, парень. Мы что-нибудь там ультимативное-то найдем на тебя. Управа на всех есть. Главное найти подход. Да ты издеваешься? Застряли. Так, хорошо. Отлично было бы, если бы мы не застряли. Что же делать? Играть от оглушения, но это, мне кажется, бессмысленным. Потому что тупо оглушение мы набирать будем дольше, чем снесем им все хп с помощью топора. Так еще у нас мувсеты рукопашного не вкачаны. Не туда его ведешь. Хорошо, все, идем. Хорошо, забились в угол. В углу сидим. Все, хорошо. Пофигу вообще на урон. Сына, настреливаем.
Да ты что-то такой жирный-то. Я не готов. Он впитывает в себя 4 рунические атаки. Одну ярость. Да, это просто жесть. Ну, либо тут что-то улучшать. Ну, не знаю даже. Мне вот эти рунические атаки, которые у нас сейчас имеются, нравится только одна. Крутилочка. А остальные, ну, как-то не очень. Ладно, давай избавимся тогда от этого. Так, избавляемся от двух, играем потом на одного этого человека. А, он взорвался. Все, отлично. Только у нас здоровья нет нифига. Раз, два, три. Удар палача. Раз. Два. Следи за ними! 3. 4. 5. Да ты штебешься. 6. Блин, это здоровье. Тут ничего, кроме отравы и дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Кстати, факел до сих пор горит. Вот интересный факт. Если они давно это утащили, как это горит? Магия. Ну, одним словом. Все, что не связано с физическими законами и реалиями, описываемыми ими, все магия. Особенно в игре. Да. Получается, у нас последний проход, да? А, еще один есть. Я уже говорил. Идите, по здоровью у нас все плохо. Да помню, я помню. Но у меня предчувствие. А сейчас, ну, лучше уже. Мы типа сейчас, проходя эти комнаты, активируем руны. Если можете, если заметили, вот наверху, у них есть типа пометочка, какая-то руна. Сына, все плохо. Я не помню, какая из них мы урон наносили. Сына. Урон, где? Сына, она восстановилась, да. Одна из них, по крайней мере. Сына настреливаем. Промазали. А, папа, больно. А вы уйдете оттуда, нет? Не успеем. Нет. Не успеем юзнуть щит. Угу. Здоровье сейчас у нас полное. 2 ведьмы. 2 мега хорошие ведьмы. Она убежала. А, у нас же есть еще волк от этого нашего ребеночка, сына.
Тихо, там ведьма вроде что-то мельтешит. Сына настреливаем. Блин, они отлетели. Ну ты убьешь-то хотя бы одну, нет? Тупо с одного угла фигачат. Так, минус одна. Это уже успех. Успех, который как минимум 50% нам дает. По ХП что? По ХП все плохо. Ладно. Давай, выходи отсюда. Да, вышла она, конечно же. Чувствует, что ей тут удобно, у нее тут и места достаточно для проведения своих люто неудобных атак. Не-не-не. Так. Это мы прям тебе в лицо дадим. Хорош. А второе? Не, второе не будет. Тихо, сына, не надо. Все. Это было четко. Ой, работать по схеме блокирования всего, что возможно от этой вельвы. И небольшие такие рунические атаки с вкраплениями удара палача. Успех 100%. Да. Кстати, оленья фигура тут изображена. Да, я что-то не замечал. В прошлых-то было что? Тоже какое-то, может, тотемное животное? Или типа один и тот же зверь? О, ворон. Кто где? А, это кидатель. Он нам не страшен. А ты не офигел? Вот и минус. Ну, за такое надо наказывать, я думаю. Чисто нанес урон Кратосу. Как так? То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это конечно. Надо уметь. Всегда ожидать худшего. На поле Не боя, в надеяться принципе, на надо хорошее. всегда быть И всегда готовым быть к любой готовым к атаке. подлянке. По здоровью у нас все не очень. Ну что же, это последняя комната. И потом будет итоговая. О, наши любимые волки. Приготовься. А, у нас откат способностей все. Нет, не все. Давайте, рычащие вы. Молодчики. Опа-па. Приятно, да? Когда по хлебальничку-то получаете. Этого я собью! Так, надо похилиться. Сына настреливаем. Все, отлично. Я готов! Хорош.
В них, правда, все здоровье, в принципе, похилилось. Большую часть. Берегись, отец! Ай, блин! Отец! Я думал, что это блокируется. О, вот фиг поймешь этих волков. Что они делают? Обычную атаку, блокируемую, неблокируемую. Ладно, хорошо. Ты у нас, блин, Волки! волки. Берегись сзади! А вы можете урона наносить поменьше? Вот так! Отец, уходи! Справа! Ладно, хорошо. Так и запишем вашу форму посмертия. Да вы издеваетесь. Ладно, вторая смерть уже. Угу. Ну, представим, что надо убить этого вожака сначала. Ты куда отскакиваешь-то? Отец, ты сильно ранен! Так это понятно. Не дали похилиться. Ну, двумя руническими атаками мы как минимум можем убить 2 противников. Да. А у вожака стаи, от белого волка, у него хп больше. Ну как ты так можешь Кратос промазать? Так, ладно. Берегусь, берегусь. Получается, получается. Остался один вожак, да? ХП у нас... нет, 2. Еще добавилось противник. А вас немного ли? Следи за ними! Да знаю я, что они со всех сторон, блин. Осторожно, сзади! Да. Отец! Там набегает еще противников, только уже помощнее. Ладно, хорошо. Значится что? От этого волка надо избавляться. Да, с одного удара вы смеетесь? С одного удара. На максимальном ХП. Это грустно. Прям чуть-чуть грустно. Ладно. Сына настреливаем. Не попали. Следи за ними! Да... Отец! Как это блокировать нельзя? Правильно. Уворачиваться тоже неправильно. Противников слишком много.
Они загрызут тебя до смерти. Ладно. Будем играть от вожака тогда. Все, минус вожак. Все, отлично. Теперь надо побегать. Это не отступление. Этот не побег, что это отступление. Логическое. Сына настреливаем, настреливаем. Не стоим столбом. Не попали. Как бывает в жизни, не попали. Ладно. Хорошо. Хорошо, сына нужна помощь. Ну, представим, что мы сейчас захилимся. Минус 2 должно быть. Как же нет? Так. Раз, переворот. Режима ярости нет. Это логично. Хорош. Еще хилка есть. ХП неполная вообще ни разу. Да блин, ты откуда со стороны-то влетаешь-то? Да вы издеваетесь. Там 2 волны. Получается, во второй там еще один белый волк, но уровнем пониже. Такой, ну такой же резвый. И эта группа волков вся в дикой ярости, блин. Да ты, блин, успокойся, волчара. Пофигу, на что слева. Нам надо избавиться от этого чела. Чего? Здоровье у него. Ладно, хорошо. Представим, что мы можем сделать. Противник сначала один. Ему надо дать по мордасам, правильно? Появляется дополнительная группа. С ней мы потом сражаемся против с помощью рунических атак. Хорошо. Надо добить вот ту. Хорошо. Следи за ними. Мне кажется, или по волкам в принципе урон активирует. Не урон, а способность топора активируется ровно по всем частям тела. Идите сзади и спереди. Сына, настреливаем, не стоим, не тупим. Да нет там ничего сзади. Тихо, все, успокоились. Все, 2 удара отбежал. Рабочая тактика. Пока нет. В смысле пока нет? Угу.
удара, отбежал по ХП, у нас все плохо. Пока нет. Так, -1, это отличная новость. Ёпарасоте, там прям на миллисекундах шло. Миллисекундах. Не готов. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Все. Тихо, 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 тихо. Еще прибежала. Но это ожидаемо. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 спокойно. Тихо, тихо, не застреваем. Все хорошо. Сына настреливаем. Прости, я не готов. Сына настреливаем. Не тупим. Нет, а способность руническая не откатилась у нас. Так, ладно. Все хорошо, отлетаем. Прости, не могу. Один еще умер. Крутец. Сзади. Я не слышал предупреждения от Рэй. Не слышал. Не было его. Вот 100%. Ладно, хорошо. Дубль 2. Приготовься. Хорошо. Юзаем вторую способность. Было бы желательно его уложить. Спать. Ладно, все хорошо, хорошо. Сына настреливаем. Очень сильно настреливаем. Способность юзаем. Как ты не умер? Сына настреливаем. Да ты ж, я ж щит поставил. Не, волки, конечно, дикие совсем звери. Вообще прям отбитые до лап своих полностью. Прости, я не готов. Готов. Берегись сзади. Сына настреливаем. Да ты ж... Берегись, отец! 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 Хорошо, хорошо. Надо просто действовать по тактике и больше уворачиваться. Да, не попали. Это уже минус очки в нашу победу.
Хорошо. Пробуждаются они прям ультра быстро, да. Так. Сильно настреливаем. Ну, да, не задели. Атрей, давай тебя прокачаем, дружище, а? Ну вот что-то мы про тебя забыли, а надо бы улучшить скорострельность когтя. Увеличение урона от стрел. Ну, малоэффективно, но ладно. Это купим. Ну хорошо, вот это все. Ну фигня. Фигня, ладно. Ну, сейчас КПД Атрея должна вырасти где-то процентов на 15. Ну-ну-ну, загрызают, сволочь. По ХП у нас не очень. Да вы со спины-то можете прекратить это делать, нет? У нас же атака по области. Она должна их как бы, ну, оглушать, не давать им подойти к нам. Ладно, хорошо. Давайте играть через заморозку. Давайте попробуем так, ладно. Не гарантирую, что прокатит. Но как минимум попробовать стоит. Так, минус вожак. Берегусь, сына. Настреливаем. Хорошо. Но они тупо даже в эту ярость входят не за 2 секунды, а за 1. Им сбивать этого смысла нет. Не попали. Это фигово. Ага, автодоводочка. Угу. Противники тупо автодоводятся. Ну с контролем, кстати, у нас уже получше даже пошло. С этим. Ну, что-то вообще тухленько. Берегись, хорошо. Предположительно так сделаем. Еще один лед не помешает. Добиваем этого. Не сзади, чел. Вот, все, успокойся. Так. Но как же бесит это их атаки с наскока. Не похилимся.
Хорошо, время есть. Берегись! Я не готов! Берегись, отец! Они побеждают! Да ты издеваешься. Почти готов. Я готов. Сына настреливаем, настреливаем. Все, не стоим, не ждем. Так, хорошо, это хорошо. Еще два. Напрыгивает, этот напрыгивает. У нас есть удар? По площади есть. Ну, сына, ты вообще тупишь сильно. Ты помешал нам сделать полноценный удар. Ой, блин. Купил, называется, улучшение. Улучшение пошло все по одному месту. Ладно, хорошо. Вперед! Волки! Берегись! Ульферлок! Сына настреливаем. Минус один есть. Так, один что ли остался? А вот второй вылез. Но нет, обуз топора вот с волками работает очень сильно. У них по всему участку тела является этот главной целью для усиления броска. Так что ничего сложного нет. А то я чувствую, мы с обычными методами тут прям застопоримся очень долго. Иди сюда. Да, иди. И сейчас ты меня добьешь, да? Еще будет смешно. А, все, минус. Это хорошо. Точильного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем? Нет. Здоровье у нас полное. Ну, ресурсы что тут? Вот эти вот бочечки еще разбить нужно. И все. Да? Да. Итоговый зал с имеющимися сокровищами Фафнира вроде, да. Гном Фафнир. Мы справились! Красиво. Довольно-таки красиво. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. Ладно, валите. Дух-разбойник. И с ним нам надо поговорить. Это что?
Гнев неистовых предков. Ух, это... Атака-то жесткая. А у нас сейчас что стоит? Буря Ньорда, да? Но в этой атаке есть минус. Там по-любому неистовые враги в ярости не будут замечать эффект стана. И мы будем Был в этом стоять занятии. Мой сын уязвимые наточил для мне их кинжал, атак, да. которым потом пырнул меня Очень в спину. сильно. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Подавись! А, неблокируемые атаки у них, да? Ну давайте в ярости побегаем. Сейчас одного вырубим, вторым добьем. Кошмары? Ага, атака довольно-таки сильная, да, и по области еще. Восстановились. Ну ты там оглушаться-то будешь, нет? Ладно, застопорили атаку. Я уже думал, все, конец. Етей ты там прыгаешь, дружище. О, еще один. Ну ты там по здоровью, там махина огромная. Прям. Хорошо. Еще и похилимся. Да, здоровья у нас мало. И ожидать... Но лучше не стоит. Опа-па. Погнали. Покатушки на огромных ограх. А, ты понял, да? Ну давай этого добьем тогда и все. Ты живой. Удивительно. Над нами? В смысле? Там еще остался этот кошмар. Ну хилку, пожалуйста. Оглушил. Бывает. Все, минус второй. Блин, мы на этих волках дольше сидели, чем на этих ограх. А вы умеете драться. Этого у вас не отнимешь. Ну, прощай, разбойник. Может, и свидимся еще хоть раз.
Но битва была с ограми не особо сложная. Вот волки, они по своей мобильности и огромному напору очень сильно мешали. А так было нормально. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай А худшего. мне кажется, или там махина древняя? А, там древний, да. Ты не знаешь версию Там сына. древний. Дружище, будем сражаться с тобой. Давай. Подходить мы к нему не будем. Отсюда нам удобно довольно-таки наносить ему удары. Воу, попал. Это было неожиданно. Он уязвим! Вон там и другие работяги полезли. Да-да. Все, минус работяга. Они оглушены! А, нет. Не-не-не-не, все, значит, обратно. Слабое место! Бей его! Кстати, сюда противники вообще залезть не могут. Удивительный факт. Ну, сына страдает, конечно же. Да. Ну, что поделать? Ну, ты там помирать-то будешь, нет? А вот и все. Я готов! Ти... Тут ты что ж делаешь-то такое? Без предупреждений. Ой. Ладно. А ресурсы? Мы все ресурсы потеряли. Да. Сердце древнего, да. Нас убили, и мы потеряли все ресурсы. Вот за это обидно. Прям капельку совсем, чуточку. Можно было бы сет на защиту сделать. Мы бы жили целых не 3 удара, а 5. Не кажется, или тут вороны? Да, вороны с сундуком. Здорово. Вы случайно Синдри. не нашли тот А мне нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Талисман предательства редкий. Примените во время Кинжал, прицеливания, который вы чтобы принесли, замедлить очень ход интересный. времени. В Вроде этом режиме неказистый, повышается но сделан эффективность качественно. атак в дальнем бою. Интересный, интересный. Но наш он не переплюнет. Как я понимаю, да.
Руническая атака максимум один раз за бой используется. Как по Чести мне. храмовой его Или нашли. нет? В спине разбойника. Потому что времени отката нет. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Ох, мы тут... предметы нам закинула в... Получается, в сумку. Или просто в ППП. К торговцу, короче, да. Не знаю, как это назвать. Они тупо пропали. Куда они делись? Игра сохранила просто. Хорошо. Хорошо. Все, что угодно, юноша. Давайте улучшим колчан тогда. Побольше выстрелов у нашего юного сынишки Атрея будет. Не пропадай! Не пропадаем. Но это все дополнительные задания, доступные на данный момент. Да. Можно, конечно же, еще поизучать локацию немножечко. Но это такое. Можно сделать это и в следующий раз. Опа. Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, помню. Мне, кстати, кажется, или там какие-то строения или горы вон можно заметить. Да, даже переход довольно-таки красиво сделан. Здорово, Брок. Ща все устроим. Сейчас все устроим, говорит он. А ресурсы продать? Нет, продавать нам ничего не надо. А что получается? Ну, тут мы уже... Давайте тогда немножечко заканчивать уже. Да, сегодня мы наделали прям огромная куча дел. Раскрывали секретики, поубивали различных монстров, всяких нечистей. Да. Очень много всего совершили. И на следующий раз можно оставить будет Муспельхейм. Посражаемся, подобываем ресурсов этого мира. Может, даже на какой-нибудь сет хватит, условный. Да. Ну и сюжетную ветку, соответственно, тоже будем продолжать. Потому что куда деваться-то? У нас она тупо заскриптована. Без нее мы ничего не узнаем и не изучим больше. Да. А на сегодня я желаю вам всего доброго. Доброго времени суток, дорогие друзья. Да, подписываемся, ставим лайки, да, пишем комментарии. Как, в принципе, вам вот этот молодой бородатый мужчина сегодня всем навешал. Ну, не этим противникам. Да. А на сегодня все. Всем пока. Давай, инквизитор, да, еще раз со всеми прощаюсь.